Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе автоботы Автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с того, что мы знакомимся с главным героем по имени Сатору, 37-летним мужчиной, у которого есть работа его мечты. И в этом нам открывается, что Эль Прота все еще девственник, и что у него никогда не было девушки, однако этот, похоже, с этим согласен. И после этого представления Прота встречает одного из своих подчиненных по имени Таму, который знакомит его со своей будущей женой по имени Мио. Так что там Прота решает представиться ей любезно. И после этого Таму решает пригласить Прота пообедать вместе со мной, на что Прота отвечает: «Я не знаю. Примите это, так как он хочет поздравить Таму и меня надлежащим образом». Но в этот момент мы видим, как он выглядит как сумасшедший с ножом в руке, который направляется прямо к Таму, чтобы нанести ему удар. Поэтому, увидев это, Прота решает отвести своего подчиненного в сторону, чтобы спасти его, что приводит к тому, что Прота получает удар ножом от безумца, и Таму пытается убить его. Кто решит сбежать? И после этого Таму подходит к Протону и пытается вызвать скорую помощь. А с другой стороны, Прота начинает жаловаться, чувствуя сильный жар. И в этот момент мы видим, как внутри Протона появляется существо, которое наделяет его способностью противостоять жаре. А потом Прота начинает задаваться вопросом, умрет ли он только от ножевого ранения. И в этом существо оказывает ему сопротивление нанесению ножевых ранений и физическим атакам. А затем добавляется подавление боли, и он начинает проектировать тело, которое не требует крови, поскольку Прота начинает жаловаться на боль. И после этого мы видим, как Прота теряет много крови. Поэтому там он просит Таму уничтожить жесткий диск его компьютера, на что Таму соглашается как на последнее желание Проты. А тем временем мы видим, как существо продолжает добавлять новые способности, и после этого Прота решает пойти за каждой девушкой, которую он увидит в своей следующей жизни. В результате чего существо дает ему способность хищника. А потом Прота понимает, что ему должно быть за 40, и вот он начинает думать, что мог бы стать великим мудрецом. И в этот момент существо решает добавить способность великого мудреца. И после этого Прота умирает. Но через некоторое время Прота понимает, что его сознание все еще не повреждено, что заставляет его задуматься, что происходит. Поскольку Прота понимает, что он ничего не может чувствовать и потерял человеческий смысл, и в этом нам открывается, что он перевоплотился в слизь в пещере. Поэтому там Прота решает поэкспериментировать со своим новым телом, которое заставляет его понять, что ему не нужно есть или спать. А потом Прота начинает пожирать различные растения, встречающиеся на его пути, что заставляет его задуматься, что не так с тем, что он пожирает. И в этот момент мы видим, как внутри него появляется голос, который показывает, что это великая способность великого мудреца, которую он приобрел до того, как он был рожден. Он умирает, и это объясняет ему, что теперь он может пожирать все, что угодно с его способностью хищника, которая позволяет ему анализировать и приобретать способность к тому, что он пожирает. Поэтому, услышав это, Прота просит великого мудреца проанализировать растения, на что тот соглашается, и тут он показывает, что травы, которые он пожирал, волшебные и целебны. Поэтому Прота решает съесть все растения, какие только сможет, так как таким образом он мог бы сохранить их в своем доме. Ваш желудок и создание различных целебных зелий. А потом этот парень решает поглотить несколько минералов, известных как камнеломки, так как они очень ценны. И таким образом Прота решает провести день, поглощая материалы внутри пещеры, что позволяет ему немного лучше понять его способности великого мудреца и хищника. Но во время своего исследования Прота натыкается на большую магическую стену, которая оказывается печатью, содержащей большого дракона. Так что этот дракон решает поговорить с Прототом, несмотря на то, что у него нет глаз и рта, поскольку дракон способен читать его мысли. Так что там дракон решает помочь Протону с его проблемой со зрением. И в этом дракон помогает ему обрести способность к магическому чувству, с помощью которого он сможет чувствовать магические частицы вокруг себя. Так что, изучая эту способность у Протона, ему удается восстановить свое зрение, из-за чего он рад снова видеть. И после этого дракон решает предстать перед Протоном, из-за чего нам открывается, что ее зовут Вельдера. А затем Вельдера представляет Прототу тем, кем он является на самом деле, поскольку слизи — это монстры низкого ранга, которые не думают. И на этом Прота раскрывает ему, что раньше он был монстром низкого ранга. Человек. Это приводит к тому, что Вельдера понимает, что Прота реинкарнированный, и там Вельдера раскрывает ему, что реинкарнированные призваны могущественными людьми, которые решают наложить проклятие на призванных, чтобы они не восстали. И после этого Прота спрашивает Вельдеру, почему он запечатан, на что он отвечает, рассказывая ей, что 300 лет назад он случайно вызвал хаос, из-за чего героиня в маске решила вмешаться, что привело к тому, что она использовала печать, называемую ограниченная изоляция. И после этого объяснение Вельдера показывает, что есть два способа прийти в этот мир. Первый — путешественник, с помощью которого человек переводит свою душу из одного мира в другой. А затем упоминает, что второй способ — это быть призванным, но для того, чтобы призвать кого-то, требуется 30 магов могущественные, чтобы совершить ритуал. И после этого Прота спрашивает Вельдеру, не могла ли она встречаться 300 лет, на что Вельдера отвечает утвердительно, из-за чего ему очень скучно. Услышав это, Прота начинает вспоминать свое одинокое прошлое, когда у него не было девушки. И думая обо всем, через что прошла Вельдера, Прота решает предложить ему стать его другом, что вызывает удивление Вельдеры, но после этого он решает принять предложение Проты. А потом Прота решает придумать, как освободить Вельдеру от печати,
что заставляет Вельдеру думать, что Прота хороший парень. И в этом Прота пытается использовать хищника, чтобы поглотить ограниченную изоляцию, однако это не дает никакого эффекта. Так что там Прота просит великого мудреца изучить другой способ снять печать. И после некоторого анализа он дает решение Проута, которое состоит в том, чтобы разобраться с печатью изнутри и снаружи. Поэтому Прота предлагает Вельдере, чтобы он какое-то время жил в ее желудке, так как Прота попытается поглотить его вместе с печатью, пока Вельдера атакует изнутри. Услышав это, Вельдера решает принять его место, так как он со временем умрет из-за того, что с каждым годом теряет все больше магии. Но прежде чем Прота приводит свой план в действие, Вельдера решает дать ему имя, поскольку имена в этом новом мире запечатлеваются в душе человека. Кто бы им ни владел, это приводит к тому, что человек, получивший имя, эволюционирует. И в этом Эльдора говорит Проту, что он может дать ему фамилию для обоих. Так что, услышав это, Прота начинает думать об одном, и через некоторое время Прота решает дать Велдере имя Темпс, что вызывает у Велдеры волнение из-за того, что она называет его Темпс. Мне нравится фамилия. Итак, после того, как Эстадора решает дать Проте имя Дери Муру Темпис, и при этом душа Прота начинает каким-то образом изменяться, что заставляет Прота удивляться. И после этого Вельдера просит Прота привести в действие свой план, на что Прота соглашается. Поэтому в этом случае Прота использует хищника, чтобы поглотить Вельдеру вместе с печатью, что заставляет великого мудреца начать анализировать печать ограниченного ограничения, и после этого мы видим, поскольку Прота решает найти выход из пещеры, и по пути начинает поглощать различные предметы, а затем Прота вступает в контакт с небольшим озером, что позволяет ему приобретать новые способности, используя воду в качестве основного элемента. Так вот, где Прота понимает, что может вызвать мощное отключение воды. И через несколько дней в пещере Прота встречает большую черную змею, и понимая, что ему не спастись, Прота решает использовать отключение воды, что позволяет ему обезглавить к змее. И тут Прота решает использовать на ней свои способности хищника, чтобы таким образом поэкспериментировать со своими силами. И после этого он получает способность змеи, поэтому Прота решает поискать нового монстра для практики, и найдя его, ему удается превратиться в змею, которую он поглотил. Что в свою очередь приводит к тому, что он превращается в змея, которого он поглотил. Что в свою очередь приводит к тому, что это позволяет ему использовать способности и уничтожать монстров. И после этого Прота решает сразиться с несколькими монстрами, чтобы получить свои силы, что позволяет ему приобретать такие навыки, как создание нескольких прочных нитей. И через несколько дней Проте удается поглотить большую летучую мышь, что позволяет ему говорить, получив ультразвуковую волну монстра. И после месяца, проведенного в ловушке в пещере, Проте удается найти выход, который оказывается огромной дверью. И в этом он замечает, как эту дверь открывают трое искателей приключений, поэтому Прота решает спрятаться от них. И тут он удивлен, что может понять разговор трех искателей приключений. Авантюристы, и в этом великий мудрец объясняет Протону, что он может понять их благодаря магическому чутью, в результате чего Прота узнает, что он сможет понимать различных существ. И после этого мы видим, как один из авантюристов использует способность скрытности, в результате чего все становятся невидимыми, чтобы проникнуть в мир пещеры, и в этот момент Прота решает выйти, в процессе приближаясь к лесу Юра. И как только Прота выходит на улицу, он начинает думать о Вельдере, и тут у него появляется ощущение, что он не совсем исчез. Поэтому после этого Прота решает продолжить свой путь в этом мире. Но пройдя некоторое время, он натыкается на группу гоблинов, которые, кажется, напуганы, так как они поняли, что Прота обладает мощной аурой. Итак, там гоблины решают попросить Прота об одолжении, и после этого Прота решает отправиться в деревню гоблинов, где встречается с их лидером, который рассказывает ему, что в последнее время многие магические существа были активны, поскольку Велдера была тем, кто отвечал за поддержание порядка в лесу. Поэтому после их исчезновения несколько монстров преследовали гоблинов, а затем лидер показывает, что один из этих монстров – стая опасных волков. Итак, объяснив это, лидер просит Протона защитить их, так как он может почувствовать великую силу, исходящую от Протона. И услышав это, Прота решает изменить перспективу своего магического восприятия, чтобы он мог видеть себя от третьего лица. И при этом Прота понимает, что он излучает мощную ауру, поэтому он решает спрятать ее. И после этого лидер говорит Проте, что многие гоблины были убиты волками, так что там он умоляет его остановить их. И услышав это, Прота спрашивает лидера, что он получит взамен, поскольку Прота хочет позаботиться о своей внешности как о могущественном существе. И тут лидер говорит Проте, что они предложат ему свою лояльность в обмен на его защиту. И услышав это, Прота начинает вспоминать свое прошлое и своих подчиненных, что вызывает у него ностальгию, и тут он понимает, что не может отказать им в помощи, поскольку Прота частично виноват в исчезновении Велдеры. И в этот момент все начинают слышать вой волков, из-за чего все гоблины паникуют, так как думают, что все потеряно. Но в этот момент Прота решает выйти из палатки, чтобы успокоить их, и там Прота говорит им, что он будет защищать их вместо Вельдеры, поэтому, услышав это, все гоблины обрадовались и преклонили перед ним колени, в результате чего Прота стал лидером и хранителем гоблинов. И после этого он решает навестить раненых гоблинов, и, оказавшись там, понимает, что у большинства из них очень глубокие раны. Так что в этот момент Прота решает съесть одного из раненых гоблинов, и через несколько секунд Прота изгоняет его полностью исцеленный. И тут этот показывает, что при поглощении гоблина он использует специальное травяное зелье, поэтому, увидев, что это работает, Прота решает вылечить всех гоблинов, раненые. Так что остальные гоблины решают поблагодарить тебя,
и после этого Прота приказывает всем построить забор, чтобы таким образом усилить защиту деревни. А потом ночью мы видим, как стая волков появляется возле деревни, и там вожак приказывает напасть на них, но на этом все останавливаются, чтобы защитить деревню. Увидеть Прота, который просит всех уйти в отставку ради их же блага. Однако лидер волков решает проигнорировать это и приказывает своим последователям атаковать, но в этот момент все они останавливаются усиленными нитями Прота, что позволяет гоблинам контратаковать. Так вот, где вожак волков пытается убить Прота. Однако Прота останавливает его своими нитями и после этого обезглавливает его, используя свой черпак для воды. И в этом случае Прота поглощает волка, чтобы принять его форму и общаться со стаей, которую он просит отступить. Но в этот момент мы видим, как другие волки отступают, они подчиняются Проте, поэтому они решают присягнуть ему на верность. А потом на следующий день Прота решает собрать гоблинов и волков вместе, и там говорит им, что отныне все они будут жить парами, в результате чего каждый гоблин будет жить рядом с волком. Поскольку Проте нужно, чтобы все объединились, чтобы искать ресурсы для деревни. И после этого Прота узнает, что ни у кого в деревне нет имени, поэтому он решает дать каждому имя, что вызывает у всех в деревне волнение. И там Прота решает назвать лидера гоблинов Ригуром, а его сына Ригуром. И после этого он продолжает называть всех гоблинов. И в конце Прота решает назвать волков так, чтобы сын предыдущего вождя волков был назван Рангой, что приводит Ранга в восторг. Но прежде чем Прота сможет продолжить называть этот, он теряет сознание, так как на придумывание имен уходит много времени, поэтому в этом мы видим, как Прота проводит 3 дня без сознания. А после пробуждения Прота воссоединяется с Ригардом, что имеет совершенно другой аспект, поскольку он эволюционировал после получения имени. И после этого Ранга появляется в магазине Прота в новом облике. И увидев, что с Протой все в порядке, Ранга начинает вилять хвостом от счастья, в результате чего магазин полностью разрушен. И после этого Прота понимает, что все гоблины эволюционировали, так что этот удивлен. И после этого Прота встречается 1 на 1 с волками, и там Прота спрашивает Ранга, почему все они эволюционировали без имени, на что тот отвечает нет. Ранга отвечает, говоря ему, что раса волков связана, поэтому когда Рангу дали имя, все эволюционировали вместе с ним. И после этого Ранга рассказывает, что теперь его раса называется штормовые волки в честь Прота. А затем Прота решает воссоединиться со всеми. Там он упоминает им, что с этого момента они должны соблюдать 3 правила: не прикасаться к людям, не ссориться друг с другом и не унижать людей к другим расам. А затем он решает назначить задание каждому члену народа. Однако Прота замечает, что все они плохо строят дома и шьют одежду, поэтому там Ригур упоминает ему, что раса гномов хорошо справляется с этой работой. И услышав это, Прота решает навестить город гномов, называется Варгон. Поэтому там Прота решает сформировать небольшую группу для поиска гномов, где мы видим, как гоблин по имени Гопта будет проводником, чтобы добраться до города. И после нескольких часов путешествия ребята решили отдохнуть. И тут Прота решает спросить Ранга, не ненавидит ли он его, поскольку именно он убил его отца и предыдущего вожака стаи. Но в этом Ранга упоминает ему, что он испытывает к нему только благодарность, поскольку Прота пощадил его жизнь и дал ему имя. И после этого мы видим, как мальчики решают продолжить свое путешествие, которое длится около 3 дней, используя волков в качестве средства передвижения. И наблюдая за тем, как они путешествуют. Вход в Гон Прота решает войти только с Гоптой, так как он не хочет привлекать внимание большой группой. Поэтому там он просит всех подождать его снаружи. И после этого Прота и Гопта начинают выстраиваться в очередь, чтобы войти. Но в это время мы видим, как появляются охотники за головами, которые начинают искать неприятностей. Так что там Прота решает превратиться в волка, чтобы отпугнуть их своим воем. Однако это приводит к большой катастрофе, в результате чего охранники Варгонов узнают об этом, поэтому Прота и Гопта запираются в городской камере. И там Прота пытается объяснить произошедшее тюремному надзирателю, однако тот решает ему не верить, но Гопта и Прота попадают в тюрьму. В этот момент охранник получает известие о том, что группа подверглась нападению на шахте, в результате чего они тяжело ранены, что заставляет охранника беспокоиться, потому что у них не так много вариантов выбора. И услышав это, Прота решает создать достаточно зелий, чтобы помочь, поэтому охранник решает их использовать. И через несколько часов он возвращается, чтобы поблагодарить Прота за помощь, поэтому охранник решает освободить его. А затем охранник ведет Прота к своему брату, кузнецу по имени Кайдзин, который оказывается лучшим кузнецом во всем Варгоне. И после этого Прота объясняет Кайдзину свою ситуацию, но в этом он говорит ему, что министр Веста отдала ему невыполнимый приказ, который состоит в следующем: создать 20 мечей всего за 5 дней. И там Прота решает помочь Кайдзину, но в этом он говорит ему, что ему нужно будет помочь своей деревне и сделать одежду и дома, попутно обучая его обращению с гоблинами. На что Кайдзин соглашается, так что в этом случае Прота поглощает меч, чтобы он мог анализировать его и генерировать заклинания. Мечи, которые нужны Кайдзину. И с помощью магических камней, которые он собрал, Проте удается создать 20 мечей, что приводит Кайдзина и его команду в шок. И тут Кайдзин решает отпраздновать это, отведя Прота вместо полной эльфиек, которые в восторге от того, как очарователен Прота. Так что Кайдзин решает отпраздновать это, отправив его вместо полной
полное эльфов, которые с восторгом замечают, какой он очаровательный. В этом случае Прота начинает радоваться, что оказался в этом месте. И после этого мы видим, как одна из эльфиек предлагает Проте увидеть ее будущее, на что Прота соглашается. Поэтому для этого эльфийка решает использовать свой хрустальный шар. И в этом другая эльфийка предлагает Проте увидеть будущее человека, с которым она должна быть. Поэтому Прота соглашается. Так что в этом случае эльфийка решила использовать свои способности. И там Прота наблюдает за лицом незнакомой девушки, которая, по всей видимости, японка. Как и он. Так что Прота удивлен, но в этот момент в помещении появляется министр Веста. И там он начинает плохо отзываться о Проте, считая его вульгарным монстром. И после этого Веста решает разозлить его, пролив на него пиво. И после этого унижения Прота решает сохранять спокойствие, поскольку он не хочет создавать никаких проблем. Однако Кайдзин решает избить министра, став свидетелем этого, что приводит всех в шок. И там министр Веста решает заключить Кайдзина и его людей в тюрьму вместе с Протой. Поэтому Кайдзин и его люди попадают в тюрьму. Что однажды в тюрьме Кайдзин извинится перед своими работниками. И после этого Кайдзин рассказывает Проту, что Беста был его помощником в прошлом, поскольку он занимал престижную должность в войсках короля Варгонов. Однако Беста решил обвинить его в несчастном случае, который он совершил, чтобы таким образом получить больше власти из-за того, что он всегда завидовал Кайдзину. И рассказав это, Кайдзин говорит Проте, что отныне он будет работать на него, поэтому они оба решают пожать друг другу руки. И в этом последователи Кайдзина тоже решают работать на Прота. Так что Прота и Кайдзин рады это слышать. А потом мы видим, как все гномы решают поспать, поэтому Прота молчит. Но в этом мы видим, как Гопта просыпается после тяжелого сна. И там Прота просит его остаться еще на некоторое время в камере, так как он не хочет, чтобы Гопта был привлечен к суду по его вине. А потом на следующий день мы видим, как Прота и гномы идут на суд, где предстает король Варгонов по имени Газель. И там мы видим, как адвокат мальчиков выступает против них, так как этот был куплен Вестой, что приводит к тому, что Кайдзин и гномы отправляются в суд. Остальные будут приговорены к тяжелым работам в шахтах. Но в этот момент Газель решает вмешаться и там спрашивает Кайдзина, не хочет ли он вернуться на свою прежнюю должность в его войсках, на что Джин отвечает отказом, поскольку он хочет работать на Прота из-за того, что считает его своим новым хозяином. Поэтому, услышав это, Гаэль решает изгнать его вместе со своими товарищами, на что Кайдзин соглашается. И после этого Гаэль ругает Весту, которая начинает плакать, понимая, что он всегда завидовал Каджину. А с другой стороны мы видим, как Кайдзин прощается со своим братом, и после этого он и его товарищи решают вернуться в деревню гоблинов с Протой. Во время смены сцены мы видим авантюристов, которые вошли в пещеру Вельдера, оба из которых получили задание от эльфов. От вашей гильдии в стране Блюмон, которая должна исследовать лес Юра, чтобы таким образом узнать его состояние после отсутствия Вельдера. Но прежде чем они покидают Блюмон, искатели приключений натыкаются на девушку по имени Шизу, которая оказывается девушкой, появившейся в будущем Прота. И там Шизу спрашивает искателей приключений, и они могут сопроводить их в лес Юра, на что те без проблем соглашаются. И с другой стороны, Шизу говорит им, что они не знают, что делать. С другой стороны, мы видим, как Прота расширил территорию своей деревни, так что все гоблины строят дома с помощью гномов. Позже нам стало известно, что несколько близлежащих деревень гоблинов присоединились к Проте, и именно по этой причине Прота считает себя обязанным назвать всех этих гоблинов. И после этого Прота замечает, как Капля собирает нескольких из них, чтобы научить их новой технике. И тут он показывает, что смог сбежать от Варгона, вызвав своего нового товарища. Так что теперь Гопта обнаруживает, что учит других делать это. А затем мы видим, как Ригор появляется перед Протой, и там он упоминает ему, что в лесу были замечены 4 искателя приключений. А с другой стороны мы видим, как искатели приключений спасаются бегством от различных монстров. Но в этом Шизу решает показать, что у него есть способности к огню, которые он использует, чтобы победить всех монстров. Монстры, и в этот момент мы видим, как Прота появляется перед искателями приключений, поэтому там удивляются, увидев Сидзу так скоро, а затем он решает принять их в деревне. И однажды там он слышит о миссии искателей приключений, и Прота приглашает их остаться в деревне и отдохнуть. И после этого Прота встречается наедине с Сидзу, что подтверждает ему, что она действительно приехала из Японии. А затем Сидзу рассказывает ему, что она была призвана королем демонов давным-давно. Услышав это, Прота решает использовать новую способность Шису, которую она показывает ему помимо своих воспоминаний. Так что в этом случае Шизу удается наблюдать за тем, как выглядит Япония сегодня, что вызывает у Шизу удивление, но в этом случае Шизу начинает чувствовать себя плохо, что приводит к тому, что Шизу начинает чувствовать себя плохо. Прота отменяет свою способность. И после этого мы видим, как Кайдзин прерывает разговор, чтобы найти Прота, поэтому Прота решает попрощаться с Шизу. И как только Сидзу остается одна, она начинает вспоминать свое прошлое, в котором мы видим, как она была в зоне полной войны, но в этом Сидзу вызывает Шизу. Король демонов по имени Лев, который решает использовать элементальное существо по имени Ифрит из Шизу, чтобы оно жило в его теле. Так что с этого момента он начинает время от времени контролировать Шизу. И через несколько лет мы видим, как Шизу встречает замечательную подругу, с которой они спасают маленькое существо. Однако Шизу убивает их обоих, потеряв контроль над Ифритом, из-за чего она начинает плакать после этого. И после этого воспоминания мы видим, как Чису готовится продолжить свое путешествие, после чего Прота говорит ей, что она может остаться подольше. Однако Сидзу упоминает ему, что она хочет найти Леона, и, услышав это, Прота говорит ему, что она сможет навестить их, когда захочет. А затем мы видим, как Сидзу говорит
говорит ему, что она хочет найти Леона. Когда Шизу готовится покинуть деревню, но в этот момент она снова начинает терять контроль, в результате чего Ифрит просыпается и полностью берет все под свой контроль. Так что все поражены, увидев это. И в этот момент Прота просит Ригура эвакуировать всех, так как он не хочет, чтобы кто-то пострадал. И в этом мы видим, как Ифи вызывает различных демонов, которых он посылает, чтобы создать большой хаос в деревне. И став свидетелями этого, трое искателей приключений решают сражаться вместе с Протой, поскольку они тоже хотят спасти Шизу, так что в этом случае они начинают сражаться с демонами. Демоны Ифрита, а с другой стороны Прота решает призвать Ранга, чтобы тот помог ему уклониться от атак элементаля. И после этого Прота впитывает способность волшебницы искателей приключений по имени Эрин, чтобы использовать ее против демонов и с легкостью победить их. Но в этом мы видим, как один из демонов самоуничтожается, что приводит к тому, что искатели приключений получают большой урон, из-за чего они становятся сильнее. Увидев это, Прота просит Ранга отвести их в безопасное место, на что Ранга соглашается, оставляя Прота наедине с Ифритом, который использует способность размножаться и таким образом окружать Прота. Но в этом Прота использует новую способность, с помощью которой ему очень легко удается уничтожить всех клонов. И в этом Ифрит создает мощный огненный круг для атаки на Прота. Так что все вокруг удивляются, увидев это. Но в этом мы видим, что Прота находится в целости и сохранности, поскольку он обладает устойчивостью к высоким температурам. А с другой стороны мы видим, как Ифрит теряет бдительность и решает уйти с площадки, но в этом он пойман несколькими нитями, созданными Протой, что заставляет Ифрита удивляйтесь. И в этот момент мы видим, как огненный круг с легкостью разрушается Протоном. И там Ирит пытается разрушить нити, используя свою силу, однако ему не удается разрушить их, поэтому он пытается уничтожить Прота, однако Проте удается противостоять его атакам. И после этого Прота решает использовать свои способности хищника, чтобы съесть Ифрита, который отправляется в желудок Протоны, где он встречает Вельдеру. Поэтому Ифрит шокирован, увидев это. А на следующий день мы видим, как Прота встречается наедине с Шизу, которая решает рассказать ему о своем прошлом после того, как ее вызвал Леон. Так что в этом мы переносимся в прошлое, где мы видим, как Леон покидает замок под защитой Шизу, но однажды он появляется, чтобы рассказать ей о своем прошлом. Героиня, которая запечатала Вельдеру в прошлом, поэтому Шизу решает сразиться с ней, чтобы изгнать ее. Однако героине очень легко удается победить ее. И после этого она решает поговорить с Шизу, чтобы узнать его историю, что заставляет Шизу открыться ей. Итак, в этом героиня решает принять Шизу в ученики, чтобы она могла контролировать Ифрита. Вот почему Шизу носит маску, похожую на маску героини. Но после некоторого совместного путешествия героиня решает расстаться с Шизу, поэтому Шизу вынуждена отправиться в путешествие в одиночку, где ей удается встретить нескольких детей в других мирах, которые станут ее учениками. Но после этого у Шизу начинается проблема подавления воли Ифрита, поэтому она решает начать свое путешествие, чтобы снова встретиться с Леоном. И рассказав ему об этом, Чису решает попросить Проту о последней услуге, поскольку, потеряв Ифрита, Шису вот-вот отправится в путь, если он умрет. То, осознав это, Прота решит принять его благосклонность. И в этом Чису просит Проту поглотить его, поскольку она хочет отдохнуть внутри него. Поэтому, немного подумав, Прота решает принять его предложение, но прежде чем он это сделает, Прота спрашивает Шизу, что он хотел сказать Леону, на что она отвечает: «Я не знаю». Он отвечает, говоря ему, что хотел бы, чтобы он признал свою жизнь с Маной, и после этого говорит ему, что он также хотел, чтобы его ученики вернулись в свои миры. Поэтому, услышав это, Прота обещает ему, что найдет Леона, чтобы таким образом он прислушался к желаниям Шизу, и после этого Прота решает поглотить ее. И после этого мы видим, как искатели приключений Ригур и Ранга отправляются навестить Прота. Но в этот момент они замечают, что он теперь имеет человеческую форму и лицо, похожее на лицо Шизу, что вызывает у всех удивление. После этого Прота решает рассказать искателям приключения о том, что случилось с Шизу, что заставляет их опечалиться. Но после этого они решают продолжить свое путешествие, так как должны сообщить о своих открытиях гильдии Голубой Луны. И на это они говорят Проте, что будут хорошо говорить о нем и его деревне, чтобы они знали, что они не представляют угрозы для других народов. Услышав это, Прота решает подарить ему новые доспехи, чтобы у них была лучшая защита. Поэтому искатели приключений благодарят Прота, а затем решают покинуть деревню. И после этого Прота делает Сидзу могилу, и там он решает получить информацию об учениках Сидзу и от Льва. И через несколько дней мы видим, как Прота продолжает строительство своей деревни, где он наблюдает, как все добиваются прогресса, и ему не нужно отдавать им приказы. Поэтому Прота рад видеть, что деревня начинает обретать очень хорошую форму, и после этого он решает зайти в свой магазин, где выбрасывает маску Шизу, потому что он ее ремонтировал. И там он решает позаботиться о маске как о сувенире Шизу. И после этого Прота трансформируется в свою человеческую форму, чтобы он мог испытать это новое тело. И через несколько минут Прота замечает, что он получил некоторые силы от Ифрита, так что вот он решает создать его клона, чтобы проверить свои силы. И в этом он понимает, что может изменять свое человеческое тело, как ему заблагорассудится, поскольку теперь Прота способен о смене пола. И в этом мы видим, как Ригард появляется, чтобы навестить Прота, чтобы таким образом доложить о событиях в деревне. А затем он спрашивает Прота, не хочет ли он поесть сейчас, когда у него есть человеческое тело, что приводит Прота в восторг,
так что там он решает устроить большой пир к вечеру. А после этого Прата встречается с Ригой и его группой, которые готовятся отправиться на охоту, и тут Прата объявляет им, что сегодня вечером будет пир. И там Риго говорит Протону, что в последнее время стало больше перемещений магических зверей, что заставляет Протона задуматься, не происходит ли в лесу чего-то странного. Поэтому в этом случае он решает призвать Ранга сопровождать охотничью группу и предупредить его, если случится что-то плохое, на что Ранга соглашается. И после этого Прата посещает пещеру, в которой находилась Вельдера, чтобы таким образом проверить свои способности как человека. И там он учится использовать свою новую технику, известную как черный огонь. Поэтому, наблюдая за ней, он понимает, что он должен быть осторожен с ее силой, так как она может повредить ему, причинять кому-то боль в процессе. И в этот момент Прата решает надеть маску Шизу, которая начинает помогать ему сдерживать свою силу и обладать аурой нормального человека. Так вот почему Прата решает надеть маску, когда отправляется на новое место. Но в этот момент Прата получает сообщение от Ранга, который сообщает ему, что он в опасности. Поэтому Прата решает выйти из пещеры, чтобы помочь мальчикам. И оказавшись снаружи, Прата встречает 6 могущественных огров, оба из которых ранили охотничью группу. Поэтому там Прата решает исцелить гоблинов. А затем просит Ригу отдохнуть, пока он позаботится об остальном. И после этого Прата пытается поговорить с ограми, чтобы они не сражались. Однако их лидер отказывается это делать, ошибочно принимая Прата за врага. Поскольку маска, которой обладает Прата, похожа на маску группы существ, которые работают на короля демонов и управляют им. Они разрушили деревню огров, поэтому в этом случае огры решают атаковать Прата, которому легко удается отразить первую атаку, и после этого Прата сбивает одного из огров, используя парализующую магию, а затем использует несколько нитей, чтобы поймать второго из них. Так вот, когда я становлюсь свидетелем этого, один из огров пытается убить Прата, однако тот с легкостью останавливает его атаку, а затем одним ударом нокаутирует его. И став свидетелем этого, лидер огров спрашивает Прата, принадлежит ли он к оркам, поскольку орки были убиты. Те, кто напал на вашу деревню с помощью людей в масках. И тут Прата пытается заставить его понять, что он не виноват. Однако лидер решает проигнорировать его и использовать магию огня, чтобы прикончить его. Но в этом случае он наблюдает, как Прата убегает без каких-либо травм, будучи невосприимчивым к огню. И после этого Прата решает снять маску, чтобы продемонстрировать свои силы, поскольку он хочет, чтобы огры испугались, чтобы они отступили. И тут он стреляет черным огнем в небо, так что все огры поражены, увидев силу Прата. Однако лидер решает остаться, чтобы продолжить борьбу, в результате чего план Прата терпит неудачу. Но в этот момент появляется младшая сестра лидера, которая просит его остановиться, потому что она заметила, что Прата неплохой человек. Так что там она говорит ему, что Прата не имеет никакого отношения к разрушению их деревни, и видя, что лидер не имеет ничего общего с разрушением их деревни, она говорит ему: «Я не знаю, как это сделать». Вы начинаете успокаиваться, Прата решает отменить свою власть. И после этого Прата раскрывается в своей истинной форме слизи, а затем он передает маску Шизу лидеру огров на проверку. Так что после тщательного изучения он понимает, что Прата говорил правду. И после этого лидер решает извиниться за причиненные неприятности. На что Прата без проблем принимает его извинения, поэтому после этого он решает пригласить его всех в деревню, чтобы они могли объяснить ему, что именно произошло. И услышав это, лидер огров удивлен, так как до недавнего времени он пытался убить Прата. Однако Прата говорит ему не беспокоиться об этом, так как никто не погиб из-за этого конфликта. Поэтому огры решают принять предложение Прата. И после этого все решают вернуться в деревню. И по пути Прата спрашивает огров, есть ли у них какие-нибудь имена, на что огры отвечают ему отказом, поскольку в этом мире у существ нет имен. А потом вечером мы видим, как в деревне начинается пир. Так что там Прата решает попробовать еду впервые в этом мире, и при этом он радуется, потому что забыл ощущение еды. Так что другие гоблины радуются, увидев, что Эль Прата очень счастлив, что этот праздник продолжается. А с другой стороны, огры начинают рассказывать о нападении на их деревню, которое было совершено армией орков, которым оказала помощь группа демонов в масках. Так что там Прата понимает, как грустно читать об ограх. И в этом случае Прата спрашивает достижения, есть ли у него какие-либо планы, на что тот отвечает, что нет. Итак, там Прата спрашивает его, не хочет ли он стать его подчиненным, поскольку он понял, что король демонов может стоять за армией орков, и это тот, кто его поддерживает. Причина, по которой он хочет защитить лес Юры, заключается в том, что там Прата говорит людоеду, что им нужно больше союзников. И в этом случае лидер огров говорит Протону, что он должен подумать об этом, на что Прата соглашается. И после этого мы видим, как достижение идет в лес, чтобы обдумать свой ответ. А затем на следующий день он желает встретиться с Протоном, которому он говорит, что хочет принять решение. Предложение и быть к его услугам, поскольку он согласился с тем, что он все еще слишком слаб, чтобы в одиночку обеспечивать безопасность своих людей. Поэтому, заметив это, Прата решает принять огров в свою деревню и после этого собирает их всех вместе. Чтобы таким образом дать каждому из них имя, они и доказывают, что они их подчиненные, что заставляет огров удивляться. И после того, как я назвал их всех, Прата потерял сознание на 3 дня. Проснувшись, Прата замечает, что все огры изменили свою внешность, что приводит Прата в шок. И на этом Прата приветствует лидер огров, которого теперь зовут Бенни и который, по-видимому, был убит. Он стал сильнее. А затем нас знакомят с другими ограми, среди которых Шуна, принцесса-людоед и младшая сестра Бенни, Шион, секретарь Прата, Хаку,
старший в магазине, Джоу, ниндзя-людоед, и Куро, ремесленник и кузнец. Поэтому Прата рад остановить вас всех на своей стороне, а с другой стороны мы видим, как армия орков продвигается в лес. Так что за ними наблюдают некоторые солдаты из группы людей-ящеров, которые решают сообщить об этом королю. И узнав об этом, король ящериц начинает беспокоиться, так как он знает, что армию орков возглавляет существо по имени Орлорд, которое способно контролировать большую армию и заразить их голодом. Вот почему армия орков находится под угрозой уничтожения, пожирая все на своем пути, поэтому там король ящериц решает назвать своего сына по имени Гавиу, который является единственным человеком ящерицы, у которого есть имя. И тут король просит тебя посетить соседнюю деревню, чтобы найти союзников, поскольку только таким образом они смогут остановить орков, на что Гавира соглашается. А с другой стороны мы видим, как Хаку тренирует нескольких гоблинов, так что Прата поражен на расстоянии, увидев, что орки нападают на него. Посмотрите, какой он строгий, как учитель. А тем временем Бенни рассказывает про Тону об орк-лорде, затем тот упоминает, что лидера субъектов в масках зовут Гелмунд, существо, которое давало имена различным монстрам в лесу. И тут Бенни говорит Проте, что Гельмут, вероятно, дал Арглорду имя, что заставляет Прота задаться вопросом, каковы цели Гельмута, но на этом Сау прерывает разговор. И там он сообщает Протону, что поблизости находится группа людей-ящеров. Затем он упоминает ему, что, возможно, они однажды смогут прибыть в деревню для переговоров, поэтому Прота решает следить за прибытием ящериц. И после этого мы видим, как деревня Прота развивается благодаря навыкам огров, поэтому Прота рад, что у него появляется все больше и больше союзников. И после этого Прота Сион ведет его в столовую, которая решает приготовить ему что-нибудь поесть, но в этом случае Прота становится все более и более дружелюбным. Прота замечает, как все его сверстники начинают нервничать, так что вот он спрашивает всех, не хотят ли они тоже поесть. Однако они решают отклонить предложение Прота, и после этого Прота понимает, что Шион не умеет готовить. Поэтому она дает ему блюдо, которое имеет плохой вид, из-за чего Прота начинает нервничать, поэтому он решает попросить помощи у Шиона. Великий мудрец, чтобы избежать этой ситуации. На что великий мудрец отвечает, прося его повернуть ложку вправо. Услышав это, Прота решает сделать то, что посоветовал ему великий мудрец, и при этом последний заставляет Гопту взять ложку из тарелки Шиона, в результате чего тот падает на землю без сознания. Так что, увидев это, Шион удивляется, и тут Прота говорит Шион, что отныне она должна готовить под присмотром, чтобы избежать дальнейших неприятностей. С другой стороны, мы видим, как Габира ведет переговоры с несколькими деревнями в лесу Джура, поэтому его последователи начинают льстить ему его коммуникативные навыки, благодаря которым Жиру обретает больше уверенности и думает, что сможет стать великим королем. И после этого этот парень решает отправиться в деревню Прота, услышав от него. Так что через несколько часов Гиру и его воины встречаются с Протой и его последователями, и там Гиру начинает хвастаться своим ложным величием, что приводит Прота в замешательство. И в этом Гиру предлагает Проту стать его последователем, так как если он это сделает, он защитит все это от нападения орков. Однако Прота замечает, что Габиу совершенно некомпетентен, поэтому в этом он решает вызвать Готу на дуэль с Габиу. И там Прота говорит Габиу, что если он победит Готу, он рассмотрит его предложение. Затем он говорит Подагре, что если он проиграет, он заставит его снова попробовать сионскую еду. Поэтому, услышав это, Гопта решает драться всерьез. И в этом он использует технику, известную как движение теней, с помощью которой он наносит неожиданный удар Габиру, в результате чего он теряет сознание от одного удара. Поэтому все удивляются, увидев, насколько сильным стал Гопта. И после этого Прота говорит людям-ящерам, что они не будут его последователями, в результате чего люди-ящеры решают бежать из деревни Прота вместе с Гавира. И после этого конфликта Прота устраивает встречу, чтобы обсудить возможное нападение орков. Поэтому зоопарк начинает предлагать всю информацию, которую он собирал. Но встречу прерывает дриада по имени Трей, которая оказывается хранительницей леса, и вот она здесь. Она сообщает Проте, что пришла просить его об одолжении, которое заключается в том, чтобы он победил Орлорда, поскольку Лорд вносит дисбаланс в лес. И после этого Трай рассказывает всем об уникальной способности, которой обладает Лорд Ордена, называемый Голодный, которая заставляет его последователей пожирать все на своем пути в качестве пропитания, поскольку это позволяет им потреблять силу и способности своих жертв. Так что там Трай рассказывает Лорду Орду, что его последователи едят все на своем пути в качестве пропитания, поскольку это позволяет им потреблять силу и способности своих жертв. Он утверждает, что голод сродни его навыкам хищника. А потом она подтверждает, что за всем этим стоит Хелмун, поскольку тот, в свою очередь, выполняет приказы короля демонов. И после получения всей этой информации, Прота решает удовлетворить просьбу Трея, так что там все решают поддержать решение Прота. И вот Прота он упоминает, что им следует подумать о союзе с людьми-ящерами. Итак, Прота решает отправить Зу, чтобы он поговорил с их королем, на что Зоу соглашается. Поэтому через некоторое время Зоу появляется перед королем ящериц, который рассказывает им о союзе, который предлагает им Прота, и который является солдатом ящериц. Он начинает насмехаться над Прототом, ничего о нем не зная, в результате чего Зу угрожает обезглавить его с помощью веревки. Поэтому король ящериц решает извиниться от имени своего солдата, поскольку он действительно считает, что альянс может принести пользу обеим сторонам. Поэтому Тамсу решает пощадить его жизнь солдату-ящеру. И после этого король говорит Сабу, что он примет союз при одном условии, а именно, что Прота предстанет перед королем ящериц, чтобы встретиться с ним. Услышав это, Су принимает это условие, поэтому
Поэтому там он говорит королю, что будет готовиться, а затем упоминает, что через неделю он встретится с протой на том же месте. Поэтому в этом случае душа просит его постараться вступить в бой до тех пор, и после этого он решает уйти в отставку, и тогда король ящериц обрадуется, услышав эту новость. Так вот он решает собрать всех своих солдат, чтобы рассказать вам об альянсе. И в этом он просит всех сдержать орков и сопротивляться в течение недели, на что солдаты соглашаются, и через 4 дня мы видим, как люди-ящеры выполняют приказы своего короля. Однако они начинают терять силу, поэтому они начинают задаваться вопросом, смогут ли они сопротивляться, пока не прибудет помощь. Но в этот момент мы видим, как Гавиу возвращается на базу людей-ящеров. Так что там он снова встречается со своим отцом, которого он спрашивает, почему он не предпринял контратаку против орков, на что король отвечает ему, говоря ему о союзе с Эльпрота. Но в этом случае Жиру разочаровывается в решениях своего отца, поэтому он решает захватить трон силой со своими последователями. Поэтому Жиру приказывает заключить своего отца в тюрьму, что шокирует его отца. И после этого Жиру устраивает контратаку против орков в болоте, так как в этом месте люди-ящеры могут получить преимущество. Но в этом Гавиу наблюдает, как орки начинают пожирать его мертвые товарищи, заставляют их становиться сильнее, поэтому Гавиу удивлен, наблюдая за этим. А с другой стороны, Прота направляется навестить короля ящеров вместе со своими людьми, чтобы таким образом заключить союз с людьми-ящерами. И по пути Прота получает сообщение от Цзоу, который встречает нескольких орков, сражающихся с небольшой группой людей-ящеров, людьми-ящерицами, которыми руководит дочь короля. Поэтому Цзоу спрашивает Прота, что ему следует делать, и, услышав это, Прота просит его спасти его всех, что принято. А тем временем Прота решает позаботиться о том, чтобы помочь Зу. Но прибыв на место, Прота замечает, что Зу уже уничтожил всех врагов, что приводит его в шок. И после этого Прота воссоединяется с Зоей, дочерью короля ящериц, которой он решает доставить лечебное зелье, которое заставляет ее выздороветь, сразу же узнав, что ее спас сам Римуру. Она решает попросить его о помощи, чтобы спасти своего отца и своего брата Гавира. Услышав это, Прота просит дочь короля объяснить ему, что произошло, и вот она начинает рассказывать ему о восстании Гавиу и их нынешней борьбе. А потом она рассказывает, что смогла сбежать благодаря своему отцу, поэтому там дочь короля просит Прота о помощи, признавая его великую силу. И услышав это, Шун решает помочь ей, поскольку дочь короля ящериц признала величие Прота, поэтому там Прота удивлен, увидев, что Шун решила говорить за него. Но после этого он все равно решает помочь людям-ящерам, так что там Прота признает дочь короля ящера своим представителем, что позволяет ему официально сформировать альянс. А потом Прота просит Зу проникнуть на базу людей-ящеров, чтобы таким образом освободить короля из клетки, а тем временем Прота решает отправиться на поле битвы с остальными. И во время смены сцены мы видим, как Гавира наблюдает за эволюцией орков, в результате чего они начинают получать преимущество на поле боя. Поэтому Гавира и его солдаты вынуждены постепенно отступать. И в этом все люди-ящеры окружены великой армией орков, а затем мы видим, как среди вражеской армии появляется генерал, так что там G-вирус потрясен, увидев устрашающую ауру. Но даже в этом случае он решает вызвать его на дуэль 1 на 1, на что генерал соглашается, и во время смены сцены мы видим Гельмута вместе со своим адъютантом по имени Лаплас, который рад видеть, что все идет по плану, так как оба наблюдают за битвой на болоте из-за того, что он был ранен. Половина хрустального шара. Но в этот момент мы видим, как Трейд прерывает разговор обоих, и там она упоминает ему, что они не могут игнорировать то, что их лес в беде. Поэтому там Трей решает изгнать Хельмута и его помощника, призвав элементального духа, который нападает на демонов, в результате чего девушка оказывается в беде. Плей получил травму. Так вот он решает сбежать вместе с Хельмутом, используя одну из дымовых шашек. И увидев, что они сбежали, Трей решает поручить остальное Проте. И вернувшись в болото, мы видим, как Габиу начинает сражаться с генералом орков, но через несколько минут генерал доказывает Габиу, что он намного сильнее, что позволяет ему взять верх. Из-за драки последователи Габиу начинают беспокоиться о нем. Однако Габиу решает не сдаваться, из-за чего тот продолжает атаковать генерала. Но в это генерал орков сбивает Жиру с ног, а затем пытается нанести ему последний удар. Однако появляется Гопта и спасает Гиру, что приводит Гиру в шок. И после этого Ранга тоже присоединяется к битве, поэтому генерал решает убить Гопту и его друзей. Ранга, но в этот момент вокруг лагеря начинает происходить несколько взрывов, которые производятся Беном, Аку и Шионом. Так что они начинают сражаться с армией, не получая никакого урона, а тем временем Прота начинает наблюдать за всем с воздуха. Так что там он поражен, увидев, что армия начала отступать. Посмотри, какими сильными стали огры. А с другой стороны мы видим, как генерал начинает недооценивать подкрепление ящеров. Так что в этот момент Ранга решает показать свою истинную силу, и там он начинает вызывать несколько торнадо, с помощью которых он уничтожает генерала и рассадит орков сразу. И в этом мы видим, как группа Прота начинает с легкостью уничтожать нескольких орков. А с другой стороны Цзоу и дочь короля ящериц прибывают на базу людей-ящериц, так что там им удается освободить короля,
который благодарит Джоу за то, что он пришел к ним. Ваше спасение. И после этого король узнает, что альянс сформирован, поэтому он начинает плакать от счастья, и в этот момент мы видим, как появляются могущественные орки. Однако Джоу останавливает его своими нитями, и там он легко сокрушает его, что приводит короля людей-ящеров в изумление. И тут он понимает, что сделал правильный выбор, заключив союз. А затем, во время смены сцены, мы видим, как Прота продолжает наблюдать за полем битвы, но в этом он находит Ардлорда, могущественного орка по имени БГ. Поэтому там Прота решает надеть маску Шизу, чтобы подготовиться и положить конец войне, победив БГ. Но в этот момент Прота замечает, как кто-то приближается к полю битвы, и там он показывает нам, что это Гельмунд, который встречается с GT на болотном поле. И тут он начинает жаловаться, понимая, что его план идет не так, как он хотел, поскольку он не ожидал, что кто-то такой сильный, как Эль Прота, появится в лесу. И в этом нам раскрывается, что Хельмунд работает на короля демонов по имени Клей, который планирует сделать Орлорда, или более известного как девушка, королем демонов под его контролем. И после этого Жиру рад видеть Гельмута, поскольку Гельмут был тем, кто дал Жиру имя. Но в этом Гельмут показывает ему, что он сделал это только для того, чтобы достичь своей цели. Поэтому последний говорит Жиру, что в настоящее время считает его помехой. Что он и делает, что приводит Жиру в шок. И в этот момент Гмут решает убить Гиру, выстрелив в него магическим лучом, чтобы использовать его в качестве пищи для Гейла. Но увидев это, подчиненные Гиру решают встать на его защиту, в результате чего они терпят поражение. Так что, увидев это, Гиру начинает плакать о своих товарищах по команде. И тут Гельмут решает снова застрелить Гиру, но в этот момент появляется Прота и очень легко останавливает атаку Гмута, а затем передает несколько целебных зелий Гиру, чтобы он вылечил всех своих солдат. Так что Гиру немедленно начинает их использовать, тем самым сумев исцелить всех своих людей в процессе. И после этого Прота решает поймать Гмута, используя свои нити, что приводит Гмута в шок. А затем Прота начинает бить Гмута, и тут он понимает, что Гмут не так силен, как казался, поэтому Прота очень легко сбивает его с ног. И в этот момент Гмут решает направиться к Гельду, которому он приказывает убить Прота. Но в этот момент Гельда убивает Гмута, отрубив ему голову, что приводит всех в шок. И в этот момент Гел решает поглотить Гмута, в результате чего тот превращается в класс под названием Орк Дизестер, который способен стать королем демонов благодаря своей силе. И став свидетелем этого, Прота понимает, что должен прикончить Гейла, поскольку если он этого не сделает, это приведет к большой катастрофе. Но в этом случае огры решают сразиться с Гейлом, и там Аку использует свой меч, чтобы поймать его. Однако Хелд показывает, что он способен восстанавливаться после смертельных атак, и в этот момент Зу запирает Гелда в тюрьме, созданной его нитями, что позволяет Бенни применить к нему мощную технику, и там Ранга решает добить его, выстрелив в него магической молнией, но в этом Гейл показывает, что он смог пережить всеобщую атаку, поэтому Прота поражен, и там Орк решает предложить свое тело Гейл, так что Гейл начинает пожирать его, что позволяет ему снова восстановить свои силы, и так там Гейл пытается атаковать огров, однако Прота останавливает его атаку, и там он говорит ограм, что он позаботится обо всем остальном. Итак, Прота подходит к Гейлу, и на этом он решает опробовать новую технику под названием Великий Мудрец, которая активирует автоматический боевой режим на Проте, позволяя Великому Мудрецу взять под контроль тело Протоны, чтобы сражаться лучше. Так вот почему Проте удается сразиться с Гейлом в ближнем бою, что приводит Гейла в изумление. Но все же он решает продолжить борьбу с Протой, и через несколько минут Гейлу удается поймать его за руку, так что Прота активирует огненный круг, чтобы напасть на Гейла. Однако этот показывает, что огонь на него не влияет, так что там Прота решает снова взять под свой контроль его тело, а затем он превращается в слизь, чтобы поглотить Гейла. Так что там Гейл пытается помешать Проте прикончить его. Однако Прота решает вернуться к своему телу, и тогда он превращается в слизь, чтобы поглотить Гейла. Прота оказывается намного превосходящим, что позволяет ему поглотить Гейла. И в этот момент Проте удается увидеть прошлое Гейла после того, как он его съел, где он наблюдает, как деревня Гейла голодает, поэтому он решает отправиться в лес Юра в поисках еды, так как он уходит в лес. Он узнал, что Вельдера больше не защищает их, и после нескольких дней путешествия он падает совершенно истощенный, так как ничего не ел. Однако девочка спасена Гельмутом, который в то время называет ее по имени и предлагает ей еду, и в этом воспоминании он говорит Проте, что он не может умереть, так как если он это сделает, его грехи лягут на его людей. Но в этот момент Прота говорит ему, что он возьмет на себя его грехи, так что там Прота дает ему возможность покоиться с миром внутри него. Делая это, мы видим, как исчезают эффекты навыка «Голодные», в результате чего война в Пантаана, конечно, заканчивается, что группа Прота начинает праздновать свою победу. А с другой стороны, орки чувствуют облегчение, увидев, что их лидер может покоиться с миром. И после этого Прота встречается наедине с ограми, которым он говорит, что теперь они вольны делать все, что захотят, поскольку вместе им удалось положить конец конфликту с армией орков. За что там Прота благодарит их всех, но в этот момент Бенни говорит ему: «О боже». Он просит, чтобы я принял их лояльность, поскольку всем им повезло, что они встретили Прота. Услышав это, Прота решает официально принять огров
огров в качестве своих последователей. Затем на следующий день Прота встречается с людьми-ящерами, орками и Треем, чтобы таким образом обсудить текущий конфликт. И там Прота упоминает, что он не будет обвинять орков в каких-либо преступлениях, поскольку он дал обещание Гейлу и знает, что все произошло из-за голода. Поэтому, услышав это, орки поражены, и после этого Прота говорит всем, что у него есть план, который состоит в том, чтобы все расы Леса Юра образовали Великий Союз. Поэтому там Прота решает принять орков в свою группу, и услышав это, он решает присоединиться к ним. Все присутствующие на собрании демонстрируют свое согласие с Протой, так что там Трай признает Прота лидером леса Джура и Альянса. Поэтому все решают присягнуть на верность Проте, который говорит им, что отныне он рассчитывает на всех. И после этого Прота решает встретиться наедине с лидером орков, который оказывается сыном Бэга, и там он дает ему то же имя, что и его отец, чтобы тот удовлетворил его желание, за что Бэг городу благодарит. И после этого Прота начинает следующие несколько дней я проведу, называя имена орков, из-за чего он на какое-то время потеряет сознание. И после этого Прота дает имя Абиру, королю людей-ящеров, который решает изгнать Гайру за его предательство. Однако отдает ему свое оружие перед отъездом, так что Гайру начинает плакать, и после этого он встречает своих подчиненных, которые убивают его. Они решают последовать за ним. И через 3 месяца мы видим, как деревня Прота продвинулась вперед благодаря оркам, так что Прота сдается: рассчитывайте, что вы сможете построить место, полное мира. Но в этот момент Джоу появляется перед Протой, и там тот сообщает ему, что сотни рыцарей приближаются к деревне. Поэтому в этот момент Прота решает пойти ко входу вместе со своими людьми. И тут он понимает, что рыцарей ведет Гаэль. Так что там Кайдзин удивлен и решает принять его с большим уважением, и в этом Гаэль показывает, что он пришел встретиться с Протой, так как он узнал о смерти Золотого Лорда и о союзе богов. Монстры в лесу, поэтому Гаэль хочет знать, представляют ли Прота и его деревня угрозу для остальных, и в связи с этим он решает вызвать Проту на дуэль, на что Прота с радостью соглашается. И там Гаэль говорит Проту, что он победит, если ему удастся отбиться всеми своими атаками, и в этот момент мы видим, как Трей появляется в качестве свидетеля дуэли. Так вот с чего начинается дуэль между Протой и Газель, который оказывается отличным фехтовальщиком. Однако Проте удается останавливать каждую из своих атак, поскольку он тренировался с Хаку. Так что Проте удается пройти испытание, и в этот момент нам открывается, что Хаку был мастером Гаэля, и именно по этой причине Прота признает его все так быстро. И после этого у Прота официальная встреча с Гаэлем, на которой они решают заключить союз между Варгонами и лесом Джура. И там они решают назвать лес Федерацией Бурь, поэтому Ригур предлагает назвать столицу городом Римуру, на что все соглашаются. И так после этого Прота официально заключает договор с Гаэлем. И через 2 дня после этого мы видим, как Гаэль снова навещает Прота, и тот решает пригласить Весту работать на него, поскольку Гаэль не может иметь его к себе на службу. В связи с этим Веста решает извиниться перед Протой и Кайдзином, а затем последний просит Прота разрешить ему работать на него, на что Прота соглашается. Увидев, что Кайдзин с этим согласен, в результате чего Веста становится первым исследователем Федерации. И после этого Прота замечает, что Габиу и его люди прибыли в город, чтобы предложить свои услуги Проте. И в этом мы видим, как появляется сестра Габиу, поскольку король Абиру послал ее, чтобы получить больше опыта, и там Прота тоже решает принять людей-ящериц. Поэтому он решает дать каждому имя. И тут Прота узнает, что имена могут быть перезаписаны, так что Гайру удается развиваться, получая то же имя. А потом Прота замечает, как некоторые люди-ящерицы принимают человеческую форму в процессе эволюции, поэтому сестра Гайру меняет форму, получив имя Сока. И на этом он решает оставить Соку и его подчиненных на попечение Зу. Так что решено их обучить. А затем, во время смены сцены, мы видим, как Клей встречается с несколькими королями демонов, которые разговаривают о Проте. И есть король демонов по имени Милин, который интересуется им. Поэтому она решает навестить Протона в лесу, в результате чего Прота чувствует свою огромную магическую силу, и поэтому он решает покинуть город. И однажды на улице Прота встречает Милин, которая говорит ему, что пришла представиться. Поэтому Прота удивлен, услышав это. Но в этот момент мы видим, как появляются огры Прота и нападают на Милин, так как они считают, что она девушка большая угроза, из-за которой Милин злится. А с другой стороны, Ранга пытается увести Прота в безопасное место, однако Прота решает остановить их, а затем просит огров отступить. Там Прота понимает, что Милин очень уверена в себе из-за своей силы, поэтому он решает использовать это в своих интересах. Таким образом, Прота вызывает немного меда, с помощью которого ему удается манипулировать ею, потому что она никогда не пробовала мед, поэтому там Прота убеждает ее подружиться, на что Милин соглашается. И там она говорит Проте, что хочет познакомиться с их деревней, так что Прота соглашается. Прота вынужден отвезти Милин в столицу, где он представляет ее всем жителям деревни, которые удивляются, увидев, что это король демонов. Но при этом Прота просит всех относиться к ней хорошо, поскольку отныне она будет новым союзником. Поэтому жители деревни рады, что у них есть кто-то такой могущественный в качестве союзника. И после этих событий Прота посещает Авесту в ее лаборатории, которой он упоминает, что хочет спать и мечтать. Поскольку
поскольку, несмотря на то, что он может принимать человеческую форму, он не может спать. И там Прота говорит Весте, что хочет время от времени расслабляться когда. Услышав это, Веста встает и помогает Проту, и через некоторое время Веста дает ему несколько снотворных, поэтому Прота решает попробовать их в своей комнате. И при этом он полностью засыпает. В результате чего Прота впервые засыпает внутри из этого нового мира, где он появляется в комнате рядом с Шуном и Шуной, которые начинают по-разному одевать Прота, чтобы развлечь себя. И в этот момент Эль Прота понимает, что его городу не с чем веселиться. Поэтому после этого сна Эль Прота приходит в голову научить горожан спорту, чтобы таким образом они могли повеселиться в свободное время. Поэтому Эль Прота решает собрать своих друзей, чтобы они могли заняться спортом. Все жители города Римуру, и вот он рассказывает всем о сумо, из-за чего все кажутся смущенными, услышав об этом виде спорта. Так что Прота начинает объяснять им правила сумо, чтобы все поняли. И после объяснения правил и ограничений, Прота решает создать 2 турнира по сумо, чтобы в них могли участвовать как мужчины, так и женщины. А затем мы видим, как гномы строят 2 поля для сумо, так что мы можем соревноваться как с мужчинами, так и с женщинами. Пусть участники встретятся в зоне с Протой. И там Ригур упоминает, что награды были выбраны в результате опроса. Так что в этом случае выясняется, что призом победившей женщины будет свидание с Протой, а с другой стороны призом победившего мужчины будет возможность отдохнуть на коленях у Шуны. Так что, услышав это, оба стороны получают мотивацию участвовать, и через несколько минут мы видим, как начинаются 2 турнира по сумо. Однако Прота решает наблюдать только за женским турниром, так как он понимает, что мужской турнир с большой легкостью выиграет Бенни. И после этого мы видим, как Сока противостоит Шион, но через несколько минут Шион случайно разрывает одежду Соки рогом, в результате чего Сока смущается и уходит с поля. А потом мы видим, как Шуне предстоит сразиться с Милином. Поэтому, увидев это, Прота решает наложить на него несколько ограничений, став королем демонов, что заставляет Милин чувствовать себя польщенной. И после этого мы видим, как начинается битва между Шуной и Милин, но после некоторой борьбы они приводят к тому, что поле разрушается, в результате чего обе падают на землю. Однако Прота решает удалить Милин за нарушение правил сумо. Так что после этого начинается женский финал между Шуной и Шион. Но поскольку полей нет, Прота решает создать сумо на задних лапах, которое проводится на небольшом ринге и проигрывает тот, кто с него сойдет. Так что там они оба начинают сражаться друг с другом, чтобы попытаться победить. Однако Шион и Шуна разрушают ринг, в результате чего Прота выходит на ринг. Объявите ничью. Но в этот момент нам становится ясно, что все произошедшее было частью мечты Прота, из-за чего Прота решает больше никогда не выходить на ринг. Используйте таблетки Весты. А потом мы видим, как у Прота начинаются проблемы с Шион и Шуной, поскольку они не перестают драться из-за него, обладая довольно мягким телом. Так что в этом случае ему приходит в голову раздобыть каждый из них по подушке, чтобы их не использовали. А затем Прота спрашивает Шуну, есть ли какая-нибудь мягкая эластичная ткань, на что она отвечает утвердительно, на что Шуна говорит ему, что она позаботится об этом получить ее. И там Прота решает позаботиться о набивке подушки, поэтому он посещает подчиненного Каджина по имени Гарм, чтобы попросить его о помощи. И в этом Гарм рассказывает Проте о продукте под названием Сараса, который находится в большом озере в лесу. Но этот дом предупреждает его, что в том озере обитает очень опасное чудовище. Поэтому там он просит его быть очень осторожным. Услышав это, Прота решает собрать огров, ящериц и нескольких гоблинов, чтобы вместе отправиться к озеру. И в этом случае Шион спрашивает Проту, зачем им нужна Сараса. Однако Прота решает солгать ему, чтобы его подарок стал сюрпризом. И после этого мальчики начинают путешествовать, и через некоторое время всем удается добраться до озера, где Проте удается увидеть Сарасу в центре, что делает его веселым. Но прежде чем собрать Сарасу, Прота решает отдохнуть, поэтому все начинают есть. Там Шун пытается предложить Проте рисовый шарик, но в этот момент Шун спотыкается и заставляет рисовый шарик упасть в озеро. И после этого мальчики начинают готовиться к походу к озеру, поэтому все надевают купальные костюмы, сделанные Гармом, что делает его еще более привлекательным, что заставляет Прота радоваться, видя это. И в этот момент мы видим, как Милинг появляется на берегу озера, поскольку она расстроена, увидев, что Прота не пригласил ее. Но тут Прота решает объяснить ей свой план, из-за чего она хочет помочь. И после этого группа Проты входит в озеро, чтобы отправиться в центр и найти Сарасу. Но в этот момент Прота был схвачен несколькими щупальцами, и вот он вырывается на свободу, используя отсек для воды, чтобы вернуться на поверхность. При этом он замечает, что все его друзья были пойманы теми же щупальцами. Поэтому он решает поискать монстра на морском дне, и найдя его, Прота замечает, как монстр пытался съесть рисовый шарик Сиона. Вот почему он так расстроен. Вот почему, что в этом случае Прота решает доставить ему более обильную еду, в результате чего монстр успокаивается и решает отпустить мальчиков. И после этого всем удается добраться до зоны Сарасы, и там Прота говорит ему, что он уже разговаривает с монстром, так что у них больше не будет с ним проблем. Итак, после этого все решают собрать Сарасу, но через некоторое время мы видим, как Сун и Шуна продолжают сражаться за Прота, который разочарован, поняв, что подушки, которые ему удалось создать, не сработали. А потом, во время смены сцены, мы видим мастера
лидера гильдии Блюмона по имени Фьюз, который разговаривает о Проте с мужчиной. И там Фьюз упоминает, что он еще не знает, может ли Прота быть опасным, поэтому он решает навестить Прота, чтобы судить его со всей серьезностью. На ваш собственный счет. И после этого Фьюз воссоединяется с 3 искателями приключений Голубой Луны, с которыми он решает отправиться в Федерацию Бурь. А с другой стороны, Прота оказывается в лаборатории Весты, которая показывает ему, что он смог воспроизвести зелье Проты, за что Прота поздравляет его. И там Каджин упоминает ему, что он должен использовать зелье для продажи в других странах, что заставляет Прота показаться ему очень хорошей идеей. Но в этот момент разговор прерывается большим взрывом в городе, так что Прота решит посмотреть, что происходит. И в этом ты видишь, как Мин победил короля животных по имени Повио, который появился со своими людьми от имени короля демонов Кариона, чтобы таким образом исследовать монстров города. Однако этот причинил боль Ригуру за то, что он был таким импульсивным. Вот почему Милин решил убить короля демонов Кариона. Действуй и нокаутируй его. Поэтому, узнав об этом, Эль Прота ругает Милана за то, что он такой импульсивный, а затем он решает вылечить Побио, чтобы поговорить с ним. Но однажды на собрании Побио начинает принижать Проту, что раздражает всех его сторонников. Однако Прота успокаивает их и просит объяснений у Побио, который говорит ему, что пришел от имени Кариона, увидев, что Прота победил Орлорда. И узнав об этом, Прота решает отпустить Побио, но сначала он говорит ему, что если Карион хочет поговорить с ним, то он должен предупредить его. А с другой стороны мы видим, как Фьюз и Искатели приключений находятся в лесу, где они встречают группу исследователей из королевства Фалмут, тех, кого возглавляет воин по имени Янг, которые также хотят поговорить с Прототом. И там мы видим, как Джон решает защитить Фуса и остальных от различных монстров. Но в этом Гопта появляется рядом с Рангой, чтобы таким образом победить монстров и использовать их в пищу. И после этого мы видим, как Фьюз и Янг встречаются с Эль Протой, который решает предстать перед ними. И после некоторого разговора Эль Прота решает заключить контракт с Юнгом, чтобы он сказал, что победил Орлорда, и что Эль Прота только помог им. Так как таким образом Федерация сможет иметь лучший имидж перед миром, так что Юнг соглашается, а с другой стороны Фусёу узнает об этом. Что Прота заключил союз с Варгоном, так как он встречает Весту, которая начинает рассказывать ему о Проте, так что Фус удивлен, услышав это. Так что он начинает видеть по-другому, чем Прота, так что Прота получает лучшее представление перед собой. Королевство Блюмон. А потом, во время смены сцены, мы видим, что Фобио очень зол, так как Милинг высмеял его из-за его огромной силы, из-за чего он хочет как-то отомстить ей. И в этот момент мы видим, как появляются субъекты в масках по имени Еда и Слеза, которые заявляют, что принадлежат к группе под названием Альянс Арлекинов, которая принадлежала Гельмуту, поскольку он находился под командованием Клея. И вот они говорят Побио, что они могут помочь ему отомстить Милину, поскольку они планируют помочь ему превратить его в короля демонов, что приводит Побио в шок. И в этот момент Еда рассказывает Побио о существе по имени Чари, которая обладала огромной силой. Сила, и теперь она вот-вот возродится снова. Так вот почему Еда говорит ему, что он может получить свою силу, чтобы отомстить. И услышав это, Побио решает принять предложение Арлекинов, поэтому он решает отправиться в то место, где находится запечатанная Чари. И после некоторого путешествия Побио прибывает в пещеру могущественного существа. И там Фуд показывает ему, что он должен передать свое тело Чари, чтобы тот мог возродиться и дать ему необходимую силу для мести. Поэтому Побио удивлен, узнав, что это будет сосуд от Шари, но немного подумав, он решает согласиться стать сосудом. Итак, в этом случае Побио входит в пещеру сам по себе, что заставляет Арлекинов начать праздновать, что он достиг своей цели. А с другой стороны мы видим, как Прота продолжает выполнять свои обязанности лидера города, но в этом он и его последователи начинают чувствовать противоречия. Известное присутствие, которое заставляет подчиненных Прота быть начеку. И в этот момент мы видим, как появляется Адриада по имени Трия, которая, как выясняется, является младшей сестрой Трия. И там она сообщает Проте, что появилась в их городе в чрезвычайной ситуации, и в этом Трия говорит ему, что пережила бедствие по имени Чари, которая обладает жестокостью, как у короля демонов. А затем Трия упоминает, что Трей пытался остановить его вместе с другими триадами, однако это не смогла стать соперницей Чари. И там Трия говорит Протону, что существо направляется в Федерацию. Вот почему Трия решила предупредить Протона, поскольку этот человек не может противостоять Чари. Необходимо выработать хорошую стратегию, чтобы сразиться с Шари в воздухе, и услышав это, Прота решает собрать своих воинов, чтобы они могли послушать Трию, которая показывает, что Шари родилась в магическом облаке, созданном Вельдерой, что в некотором роде делает его сыном. Поэтому Прота решает собрать своих воинов, чтобы они могли выслушать Трию, которая показывает, что Шари родилась в магическом облаке, созданном Вельдерой, что делает его в некотором роде его сыном, поэтому, услышав это, Прота шокирован. И после этого Трия упоминает, что Шари сопровождают 13 летающих акул, которые
которые защищают Шари от любых врагов, поэтому там упоминается, что ситуация довольно негативная. И тут Милинг решает вмешаться и упомянуть, что она могла бы победить их самостоятельно, но в этом случае Шион останавливает ее и говорит, что это проблема города. Поэтому Прота и его люди должны будут позаботиться об этом без помощи Милинга. И услышав это, Мили приходит в уныние, а с другой стороны Прота решает подготовиться к победе над Шари. На следующий день мы видим, как Прота и его люди готовятся встретить бедствие, оба из которых обнаруживают, что приближаются вместе со своими монстрами. Так что в этом случае Прота приказывает Шари убить его. Его подчиненные нападают на летающих акул, так что в этом мы видим, как они появляются и угры начинают сражаться. А с другой стороны, Джи и Габиу начинают сотрудничать, чтобы таким образом победить акул. А тем временем Прота решает остаться и наблюдать за битвой на расстоянии, но в этот момент мы видим, как позади него появляется Милин, из-за чего Прота ругает ее, потому что он просил ее быть в городе. Услышав это, Милин говорит ему, что ей стало скучно, поэтому она решила прийти посмотреть бой, поэтому Прота решает позволить ей остаться. И после этого мы видим, как Зои и ее подчиненные присоединяются к драке, таким образом им удается победить нескольких акул, а затем Шион решает присоединиться к ним. Вы объединяетесь с Рангой, чтобы победить больше врагов, в результате чего все летающие акулы будут побеждены. Так что в этот момент все решают сосредоточиться, чтобы атаковать Шари. Однако ему легко удается противостоять всем атакам, поэтому после этого Шари выпускает свои 1000 чешуек, которые он использует для атаки на подчиненных Прота, которые начинают проигрывать в бою, так что в этот момент Прота решает вмешаться, чтобы защитить их всех. И вот Прота приближается к Шари, уклоняясь от ее атак. И в этот момент он начинает анализировать тело Шари, чтобы найти слабость. А тем временем Прота начинает атаковать Шари сверху, поэтому его подчиненные решают воспользоваться этой возможностью, чтобы атаковать снизу. Но после нескольких часов боя Прота замечает, что Шари все еще невредим, что заставляет его задуматься, каким он должен быть. Прота начинает замечать, что Шари пытается что-то ему сказать. Поэтому Прота решает обсудить это с великим мудрецом. И после этого Прота понимает, что целью Шари всегда была Мейн, поэтому Прота решает связаться с ней и поговорить с ней об этом. И в этом Мейн замечает, что Фобио — это сосуд Шари, и зная, что он никогда не был целью, Прота решает поручить остальное Милин, которая использует свою огромную силу, и таким образом ей удается легко уничтожить Шари и освободить Побио. И после этого Прота решает исцелить его, и там Побио извиняется перед всеми, так как этим манипулировали Арлекины, поэтому там он решает рассказать о них Проте и остальным. И после этого мы видим, как появляется король демонов Карион, и там он бьет Побио, сбивая его с ног, а затем Карион извиняется перед Протой за причиненные проблемы. Так что там он обещает никогда не нападать на Федерацию, что заставляет Прота успокоиться. И после этого Карион решает уйти в отставку вместе со своим подчиненным, поэтому в этот момент Прота решает вернуться в город с остальными. И оказавшись в городе, все решают устроить большой пир, так что все расы Федерации начинают праздновать вместе, а с другой стороны все расы Федерации начинают праздновать вместе. Сбоку мы видим, как Прота принимает ванну с девушками. Так вот он пользуется возможностью, чтобы поблагодарить Милинга за помощь, и ей приятно слышать, как он произносит эти слова. Но после этого Милинг упоминает, что ей придется покинуть город, так как она должна выполнять свои обязанности короля демонов. Но в этот момент Мейн прощается с Протой, а также с девушками, чтобы отправиться на встречу с другими королями демонов. И после этого Прота решает отдохнуть, но в этот момент у него появляется видение учеников Шизу, из-за чего Прота начинает нервничать. Она бессознательно плачет, так как ей удается почувствовать сожаление по поводу Шизу. Так что в этот момент Прота решает найти этих детей. Поэтому там он собирает лидеров каждой группы в городе. И на этом Прота объявляет им, что его на некоторое время не будет. Так что там он просит каждого из них поработать вместе, и услышав это, все решают пожелать ему счастливого пути в Прота. И после этого Прота начинает путешествовать вместе с Рангой в царство в Благодати, которое оказывается царством полным людей, и во время путешествия он отправляется в путешествие. Путешествие нам стало известно, что дети учатся в Академии Свободы, которую основал студент Сидзу по имени Юки. Узнав ее имя, Прота делает вывод, что Юки тоже японец. И через 3 дня мы видим, как Проте удается добраться до Инграссии, поэтому там он просит Ранга спрятаться в ее тени, чтобы не привлекать к себе внимания. И после этого Прота входит в царство, где он поражен, увидев, насколько далеко он продвинулся по сравнению с эпохой мира. И побродив некоторое время, Прота решает навестить Юки, поэтому тот направляется в его офис, чтобы подождать его, и через несколько минут Юки приходит в себя. Он появляется перед Протой, но в этот момент тот замечает, что у Прота маска Шизу, что заставляет Юки встревожиться и решает напасть на него. Однако Прота останавливает его и там дает ему понять, что он тоже из Японии, так что Юки успокаивается. И после этого Прота решает поговорить о Сидзу. А затем он начинает рассказывать Юки о современной Японии, что приводит Юки в изумление.
и после продолжительного разговора с Протой, Прота говорит Юки, что хочет увидеть детей. На что Юки отвечает нет. Юки соглашается, поэтому он решает вернуться к Проте, профессору Академии Свободы. А затем Юки рассказывает Протону, что дети умрут через несколько лет, так как, будучи призванными, они получают слишком много энергии для себя. Но в этом случае Прота говорит ему, что он что-нибудь придумает, чтобы спасти их. И после этого Прота решает войти в класс, чтобы познакомиться с детьми. Детям, которых зовут 5 малышей по имени Кен, Рэй Гейл, Алисия и Кураэ, и там Прота решает составить список. Однако он замечает, что ни один из детей не обращает на него внимания. Поэтому, увидев это, Прота решает призвать Ранга, что заставляет их уйти. Их заставляют произнести свое имя, чтобы пройти по списку, и после этого Кен злится, потому что Прота угрожал им Рангом. Однако Ранга решает доказать ему, что он не причинит им вреда. А затем Прота представляется как новый учитель детей, и там он предупреждает их, что он не такой добрый, как Шизу. Поэтому в этом случае Прота просит их подготовиться к прохождению теста и в конце концов пройти тест. Услышав это, дети начинают жаловаться. А потом Кен упоминает, что учеба бесполезна, потому что они скоро умрут, и в этом дети говорят Проте, что другие учителя всегда разрешают им играть. Вот почему они не учились с тех пор, как поступили в академию, но услышав это, Прота сказал им, что они не учатся с тех пор, как поступили в академию. Он говорит, что испытание будет веселым. Итак, в этом он решает вывести их за пределы академии, и как только они окажутся там, Прота упоминает каждому, что они будут сражаться с ним. А затем говорит им, что они победят, если им удастся победить Прота менее чем за 10 минут. Услышав это, дети начинают доверять друг другу, поэтому там они решают принять испытание при условии, что Ранга не будет участвовать, на что Прота соглашается. Но в этом он говорит всем, что если он победит его, они должны будут уважать его. И после этого Кен решает первым пройти испытание, поэтому он пытается атаковать Прота, однако Прота очень легко уклоняется от каждой из его атак. И заметив это, Кен решает высвободить свою огненную магию, чтобы таким образом попытаться победить Прота. Но на этом Прота легко избегает его силы, что позволяет ему победить Кена по истечении 10 минут, так что Кен отступает совершенно беспомощным. И после этого Кураи решает стать следующей, кто сразится с Протой, и в этом она создает водяную клетку, которую она использует, чтобы запереть Прота. И там Курая просит ее сдаться, поскольку она планирует использовать несколько водяных мечей, чтобы прикончить его. Заметив это, Прота удивляется способностям Кураи, но в этом он показывает ему, что он может легко пройти через водяную клетку, поэтому все удивляются, увидев это. И тут Прота поздравляет Кураи с тем, что он так хорошо использовал свою магию, а затем Курая начинает плакать после проигрыша теста. И после этого мы видим, как появляется Гейл, который будет следующим в битве, поэтому он начинает стрелять в Прота несколькими магическими пулями, однако Прота поглощает его. Пули стреляют очень легко, что приводит Гейла в изумление. И видя, что ее способности неэффективны, Гейл решает сдаться, и после этого Рэ решает пройти испытание следующей. И тут она обнаруживает, что ее способность позволяет ей перейти в режим берсерка, в результате чего Рэ теряет контроль и яростно атакует Прота. Однако Проте удается уклоняться от всех атак Рэ в течение 10 минут, в результате чего Алиса остается последней, оставшейся сражаться с Протой. И там она показывает, что ее сила позволяет ей управлять объектами, поэтому Алиса начинает управлять несколькими плюшевыми игрушками, чтобы они атаковали Прота. Однако Прота с большой легкостью избегает всех атак, в результате чего тот побеждает 5 учеников Шизу. И тут нам выясняется, что Прота прошел испытание, чтобы попытаться спасти детей, поскольку он ожидал, что дети потратят больше магии, чем обычно. Однако Прота замечает, что это не сработало, из-за чего последний решает найти другой способ спасти детей. И там Прота обещает детям, что он спасет их всех, так что в этом он решает поклясться маской Шизу, так что в конечном итоге он решает спасти их всех. Увидев маску, дети удивляются. И там Прота упоминает, что Шизу поручила их своим ученикам. Так что, услышав это, все дети решают доверять Проте. Поэтому с этого момента все решают называть его учителем, что заставляет Прота радоваться, услышав это. В этот момент Прота начинает вспоминать, что Ифрит овладел Шизу по приказу Леона, поэтому он придумывает новый способ спасти жизни детей. И через несколько дней Прота использует зону телепортации, которая уводит его в лес, чтобы найти Трея, который приветствует его у Прота. И там Прота спрашивает Трея, где он может найти высших духов, на что Трей отвечает, говоря, что обитель высших духов существуют духи, которыми правит королева духов. Но в этом Трейд говорит Проте, что он не знает, где находится обитель, поскольку нынешняя королева изменила вход на это место, поэтому Прота разочарован, услышав это. А через месяц мы видим, как Прота решает устроить пикник с детьми, поэтому все уезжают из города, чтобы вместе поесть на улице. И вот он говорит им, что перед едой у них будет тренировочный поединок, что заставляет детей жаловаться, но в этом он упоминает им, что если они выиграют, он подарит им рукав. Так как благодаря своим навыкам Прота может запечатлеть их воспоминания, поэтому, увидев это, дети очень обрадуются. И через несколько минут Прота побеждает их всех.
Однако Прота все равно решает отдать им мангу. Но в этот момент Прота и Ранга начинают ощущать присутствие могущественного существа, которое начинает приближаться к ним, и в этом он показывает нам, что это существо небесный дракон, который появляется, чтобы атаковать девушку. Город. И став свидетелем этого, Прота решает пойти помочь горожанам, поэтому там он просит Ранга остаться и присмотреть за детьми, на что Ранга соглашается. И после этого Прота начинает движение в сторону города, и оказавшись там, он останавливает атаку небес дракон для защиты людей. И при этом Прота понимает, что небесный дракон слабее Чари, поэтому там Прота с большой легкостью поглощает существо, а затем Прота решает вернуться с детьми. И после этого Прота цитирует Юки, который говорит Проте, что у него есть «я получил приглашение на обед от торговца по имени Мир», так как он был спасен Протоном во время атаки небесного дракона. Так что Прота решает принять приглашение пообедать, и оказавшись там, Мира благодарит его за то, что он спас его. И после этого Прота решает пригласить Мира в свой город, чтобы тот помог ему продавать его товары, и услышав это, Мира принимает предложение Прота, и после того, как он его спас, он решает пригласить его в свой город, чтобы тот помог ему продавать его товары, и услышав это, Мира принимает предложение Сина Эль Прота, решает попрощаться с Миром. Но в этом он узнает, что помощник Мири знает обитель духов, поскольку она родом из близлежащей земли, поэтому Эль Прота решает попросить у него информацию в обмен на деньги. На что помощник соглашается, и там Прота узнает, что обитель духов находится в Орк-парке. Так что Прота решает отправиться туда вместе с детьми и Рангой. И через некоторое время Проте удается найти вход в обитель духов, поэтому дети начинают нервничать. Однако Прота говорит им, что он и Ранга будут защищать их, поэтому после этого все решают войти, и в этом они начинают очень продвигаться вперед быстро. И по пути Прота замечает, что в обители есть несколько ловушек, которые расставлены, чтобы дезориентировать их. Однако Проте удается получить ментальную карту с помощью великого мудреца, что позволяет ему очень легко двигаться дальше, но на этом их останавливает таинственный голос, который ведет всех в пустую комнату, и оказавшись там, голос вызывает огромного голема, которого вызывают, чтобы испытать Прота, который понимает, что тот должен победить его. Итак, там Прота просит всех отступить, и в этом Прота просит великого мудреца проанализировать голема. И при этом Прота замечает, что голем обладает огромной магической силой, что заставляет его осознать, что голем сильнее, чем небесный дракон. И после этого голем пытается атаковать Прота. Но в этом случае Прота уклоняется от него, когда он начинает оценивать ситуацию с великим мудрецом, чтобы таким образом найти способ победить своего врага. А затем после этого использует нити, чтобы поймать голема, что приводит к тому, что голем оказывается обездвиженным. Итак, после этого Прота решает использовать мощную огневую технику, которая стреляет в голема, в результате чего тот превращается в пыль. Поэтому дети радуются, видя, как Прота победил своего врага. И после этого Прота просит голос показать себя перед ним, поскольку Прота обнаружил его местонахождение. Поэтому в этом случае голос решает представиться. И в этом случае выясняется, что это королева сада по имени Рами, который также имеет титул короля демонов, поэтому Прота шокирована, узнав об этом. И в этом случае Рами начинает жаловаться, потому что Прота уничтожает ее голема, но в этом случае Прота просит ее помочь найти высших духов для детей, поскольку в обмен на это он поможет ей построить нового голема. Поэтому, услышав это, Рами решает принять предложение. И в этом случае Рами ведет Прота и детей в обитель духов. И по пути Прота рассказывает Рами о Трио, что вызывает у Рами радость, поскольку она все еще сохраняет воспоминания о предыдущей королеве духов, поэтому Прота шокирован, услышав это. И там Рами просит Проту сказать Трию, чтобы он как-нибудь навестил его, на что Прота соглашается. И через некоторое время всем удается добраться до самой глубокой части обители, и там Прота замечает, что это место наполнено природной энергией, которая заставляет это место напоминать пещеру Велдора, и в этом Рами упоминает, что наверху есть духи, у которых есть своя собственная пещера. Воля, поэтому там Рами говорит детям, что каждый должен призвать своего духа. Однако Прота решает помочь в этом процессе, чтобы таким образом призвать могущественного духа для каждого из учеников. Так что в этот момент Прота начинает подниматься на вершину вместе с 5 детьми. И там Уэльс предлагает стать первым человеком, который призовет духа, так что в этот момент он начинает молиться. И через некоторое время Прота наблюдает, как появляются несколько меньших духов, что в свою очередь приводит к тому, что он начинает молиться. Это заставляет Прота думать, что этого будет недостаточно, поэтому он решает использовать новую технику, с помощью которой он поглощает меньших духов, чтобы таким образом объединить их и создать высшего земного духа. И после этого Прота решает объединить дух с Гейлом, в результате чего неконтролируемая энергия в его теле начинает успокаиваться. Так что тут Прота понимает, что его идея сработает, что заставляет Гейла радоваться, узнав, что он сможет продолжать жить, и после этого Алиса предлагает стать второй, кто призовет ее духа. Поэтому Прота решает проделать ту же процедуру, что позволяет ей медленно создать искусственного духа, поэтому Прота объединяет его с Алисой. И после этого Кен решает стать третьим, кто призовет его духа, но в этом Кен замечает, как появляется высший дух света, который начинает проявлять интерес к Кену, поскольку он считает, что у Кена есть потенциал, чтобы стать героем в будущем, поэтому он решает заботиться о
Кении и жить в нем. И за этими реками он предлагает стать следующим мальчиком, который призовет своего духа. И там он начинает призывать различных меньших духов, чтобы Прата поглотил их, что позволяет ему создать искусственный высший дух воды и ветра. Так что Прата объединяет его с Рио. И после этого Кураи решает помолиться, чтобы призвать последнего духа, но в этот момент атмосфера начинает меняться, и затем появляется таинственное духовное тело, которое подходит к Пратою, чтобы поцеловать его. И после этого духовное тело входит в тело Кураи, и тут Прата решает проанализировать ее, и в этом он замечает, что Кураи исцелился от огромной энергии, которой обладал. Так что, не видя другой проблемы, Прата решает успокоиться, а затем дети начинают благодарить Рами, что заставляет Рами краснеть. А затем Прата создает голема, чтобы быть под рукой с Рами, так что после этого Прата возвращается в королевство в благодати с Рами. Дети, и тут он начинает разговаривать с Юки, которая благодарит Прата за спасение детей. И после этого мы видим, как Прата возвращается в академию со своими учениками, которые начинают играть в волейбол, пока Прата отдыхает. И в это время Ранга появляется перед Протой, и там спрашивает его, что он теперь будет делать, так как я спасаю детей, на что Прата отвечает, говоря ему, что он не будет играть в волейбол. Он вернется в город после того, как немного отдохнут. Итак, после этого Ранга решает отдохнуть рядом с Протой, но в этом мы видим, что Прата получает удар по мячу из-за детей, и вот они приглашают Прата поиграть с ними. И услышав это, Прата принимает приглашение, но в этот момент дети начинают использовать Прата в качестве мяча, что приводит его в шок. И после этого Прата направляется в учительскую, чтобы встретиться со своими сверстниками. И там его встречает профессор по имени Джефф, который соперничает с Протой. И в этом Джефф рассказывает ему о ежегодном тесте, известном как выездная тренировка, который проводится в течение дня, чтобы оценить всех учеников, и в это учитель по имени Тис спрашивает Прата, не будет ли участвовать ее класс, на что Прата отвечает, что им не нужно проходить тест, поскольку Прата не хочет прилагать особых усилий, но в этом Джефф говорит Проте, что его ученики даже не будут участвовать, на что Прата отвечает, что им не нужно проходить тест, поскольку Прата не хочет прилагать особых усилий, но в этом Джефф говорит Проте, что его ученики у них есть подходящее снаряжение, так как по окончании учебы у них должно быть собственное оружие и доспехи. И после этого Джефф говорит ему, что в любом случае его класс выиграет испытание, из-за чего Прата злится. И в этот момент Прата говорит своим ученикам, что они будут участвовать и у них будут команды. Так что Джефф рад это слышать. И там он говорит ему, что покажет ему навыки своих учеников, поэтому Прата решает сказать ему то же самое о своих учениках. И после этого Тис начинает объяснять Проте детали теста, и там она упоминает, что тест разделен на две части, а именно. Первый заключается в том, что ученики должны сопровождать учителя, которого они должны отвезти в течение 5-7 дней в город под названием Гурата. И он сообщает вам, что во время поездки учитель должен оценить учеников, и им, в свою очередь, будет запрещено помогать им во время поездки, а затем они должны быть в безопасности. Я открою вам прот второй части теста, которая состоит в том, чтобы отправиться в экспедицию в искусственную пещеру за пределами Гуратола, где они должны будут найти свидетельство о завоевании в глубине пещеры, и после этого Тиль скажет им, что мастер победившего класса получит 10 монет. И тут Прата понимает, что на эту премию он сможет купить себе хороший письменный стол. Так вот, в этом он решает приложить все усилия, чтобы помочь детям, и после этого он собирает их всех в гостиной, и этому он говорит детям, что каждый должен выбрать подходящий стол. Оружие, так что в этом случае Кен заказывает меч, Гейл копье и щит, Рио лук и стрелы, Курая маленький меч, а Алиса несколько со льдом. Услышав это, Прата решает вернуться в Федерацию Бурь, но прежде чем он это сделает, он оставляет детям книгу по выживанию, а затем Прата возвращается в город Римуру. Так что при этом все приветствуют его с большой радостью. Но в этом Прата упоминает им, что он не пришел, чтобы остаться, что заставляет их опечалиться, и тут Прата говорит ему, что он очень скоро вернется. Но после этого он просит гномов и Акура помочь ему подготовить оружие, о котором просили дети. И после этого Прата просит у них карету, чтобы снова отправиться в путешествие, так что они решают построить ее, и получив все, что ему было нужно, Прата решает вернуться в неблагодарность, из-за которой все прощается с Протой со слезами на глазах. И как только мы вернемся в академию, Прата раздаст оружие детям, которые будут рады получить редкие особые предметы. И после этого Прата решает вывести детей на улицу, чтобы они увидели карету. И увидев это, они удивляются, так как карета — это дом на колесах. Но в этом Кро спрашивает Прата, кто будет двигать карету, и там Прата думает о Ранге. Однако вспоминает, что правило запрещает учителям помогать ученикам, так что тут Прата понимает, что нет никого, кто мог бы двигать карету, но вместо этого он говорит: «Я не знаю, кто будет двигать карету». В этот момент Гейл говорит ему, что обладает магией, которой он недавно научился пользоваться. Так вот, Гейл вызывает гигантского гнома, чтобы тот запряг карету, и увидев это, все поражаются тому, с чем Алиса поздравляет Гейл. И после этого Прата решает подготовить вас всех к дню испытаний. И через некоторое время мы видим, как наступает день испытаний, поэтому Прата встречается с другими учителями. И там Прата узнает, что каждый учитель будет оценивать класс, отличный от его собственного, чтобы мы могли быть максимально справедливыми. Так что в этом случае Прата берет на себя ответственность быть в классе Джеффа А затем он узнает, что его класс будет отвечать за дразнилки.
они. Так вот, Сис говорит ему, что она будет очень стараться. И после этого мы видим, как каждый класс начинает готовиться к выходу, поэтому дети приветствуют Тиса в его экипаже. А с другой стороны, Проута встречается с детьми из класса, но перед отъездом Джефф встречается с Проута, кто говорит, что судьба Гратл будет особняк графа города. Но там это предупреждает о том, что жена графа, вызов Юла, находится очень плохо. Поэтому в этот Джефф говорит, что обеспокоен тем, что их дети причиняют дискомфорт, так как они очень мешают, и там этот запрос, который предупреждает учеников, что не возникновение проблем, а то, что Проута принимает. И после этого мы видим, как начинается, и следовательно Проута начинает свое путешествие с детьми. И в пути все они задержаны несколько волшебных зверей за то, что Проута удивлен, потому что они взяли безопасный путь. Но в это лидер класса решает воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою любовь к Проута, что они способны. И в этот момент дети начинают работать в группе, что позволяет удалить все звери очень легко, поэтому Проута был удивлен. Но после этого он решает дать ему несколько советов каждый из детей, чтобы улучшить их, за то, что ребята в Азии поражены, увидев, что Проута очень хороший учитель. А с другой стороны, мы видим, как дети продолжают свое путешествие без каких-либо проблем, что позволяет им добраться до Гуратола на 4-й день теста, в результате чего они прибывают первыми. Так вот в чем их встречает граф в своем особняке, который приглашает мальчиков посетить пещеру, которую они должны исследовать, поскольку он не ожидал, что они так быстро доберутся до города. И в этом он просит вас найти его дворецкого Гудара, так как он готовит пещеру к мероприятию и может направить их, на что соглашаются дети городов. Поэтому в этом случае все решают направиться к искусственной пещере, и по пути Тил говорит им, чтобы они пошли в пещеру. Дети, обычно в этом районе нет монстров, так что этим не о чем беспокоиться. И после некоторого путешествия мальчики заходят в пещеру в поисках дворецкого Гездера. И по пути Тиль рассказывает мальчикам о графе и его жене Уле, которые много лет помогали Академии Свободы. И после этого Тис рассказывает, что Ула младшая сестра профессора Джеффа, поэтому дети шокированы, услышав это. Но в этом случае все они прибывают в подозрительный район, где их встречают несколько бандитов, которые украли несколько зелий, которые были привезены, чтобы вылечить Хула. И там они решают убить их всех, конечно, потому что Ула младшая сестра профессора Джеффа. Что в этом случае дети решают защитить Тис, чтобы продолжить испытание. И в этот момент дети начинают демонстрировать, насколько они стали сильными, поскольку они начали лучше контролировать свой дух, что позволяет им с большой легкостью побеждать всех бандитов. И в этом мы видим, как появляется Гестар, однако нам открывается, что на самом деле это призрак, который овладел Гестаром. Поэтому он раскрывает им свою истинную личность, чтобы убивать детей. Так что, став свидетелем этого, бандиты начинают убегать от страха, а с другой стороны Кен пытается победить призрака. Но призраку удается уклониться от его атак, чтобы нанести ответный удар, в результате чего Гейл решает защитить Кена большим щитом. И после этого все дети пытаются победить призрака, но этот решает показать ему свою истинную форму, в результате чего этот с большой легкостью побеждает Кена, Гейла и Алису. Итак, вот Рэй и Кро бросаются в атаку, однако призрак также побеждает их, что заставляет тебя застыть в изумлении. И после этого призрак говорит Тис выбрать ученика, чтобы надеть на него ошейник рабства в обмен на то, что он простит ей смерть, жизнь. Но в этом он говорит ей, что других придется убить из-за нее, из-за чего ты расстраиваешься, услышав это. И тут она говорит ему, что он не может этого сделать. Поэтому призрак говорит ему, что если он никого не выберет, то все умрут. Но в этот момент Тис начинает вспоминать свое прошлое, в котором она рассказывает нам, что собиралась стать учителем детей, однако она бросила его, потому что не выдержала давления, отказавшись от него. У тебя есть способ спасти их, поэтому в этом он держит тебя под мечом, и там упоминает, что больше не бросит их. Услышав это, призрак решает убить Теза, но в этот момент Тез вызывает вызов, в результате чего появляется демон по имени Нуар, который решает принять просьбу Теза о помощи, поскольку он в долгу перед Шизу. Так что в этот момент Тесс вызывает демона по имени Нуар. Он решает выплатить свой долг, и тут за призраком появляется Нуар, что позволяет ему извлечь Хездера из тела демона. Так что после этого Нуар начинает разрывать призрака на части, пока не убьет его, в результате чего Тесс находится в шоке. А потом Нуар говорит ему, что его плата за призыв будет заключаться в том, чтобы она никому не рассказывала о нем, что заставляет тебя удивляться. И он просит тебя рассказать всем, что дух света Кена позаботился обо всем, так что он принимает тебя, и после этого события все встречаются с графом, который объясняет им текущее состояние Хулы. Поэтому, услышав это, Прота предлагает ей помощь, в результате чего ей удается полностью выздороветь. Так что после этого Джефф решает искренне поблагодарить Прота, и увидев это, Прота понимает, что Джефф был не так плох, как казался. И таким образом мы видим, чем заканчивается ежегодный тест. Так что все возвращаются в Академию
свободы. Оказавшись там, Прата объявляет, что покидает академию по окончании семестра, поэтому детям грустно это слышать. Однако Прата говорит ему, что они не должны унывать, так как скоро приближаются выпускные экзамены курса. И после этого мы видим, как Тис входит в класс, чтобы дать детям урок, поэтому Прата пользуется этим, чтобы побыть на улице несколько дней. И после этого Прата решает отправиться на окраину Инграссии, и отойдя достаточно далеко, он использует новую технику, называемую переезд космический, благодаря чему он сможет мгновенно вернуться в Федерацию, и как только там нам станет известно, что Эль Прата и Корион подписали пакт о ненападении. А потом нам стало известно, что Федерация работает бок о бок с животным царством Евразии, которое является основным царством падальщиков. Поэтому обе страны будут направлять друг другу делегации в качестве представителей. Итак, Прата решает попросить Бенни представлять делегацию в Евразии вместе с Риго, на что они соглашаются. И после этого Прата встречается с Шуном и Шуной, которые помогают Проте надеть церемониальный наряд, так как он планирует провести церемонию прощания с Риго, Бенни и его люди. Но видя, что предложения Шуна и Шуны не работают, Прата просит их о чем-то другом, поэтому девушки решают поискать другой наряд. И через некоторое время мы видим, как начинается церемония прощания, и в этот момент Прата предстает перед своим народом в новом наряде, что делает его еще более привлекательным, что заставляет всех быть удивленными, увидев, как хорошо выглядит Прата, и как только она появляется, Прата решает начать речь, в которой упоминает, что отношения Евразии и Евразии могут быть для них чем-то хорошим, что позволит нации бурь процветать еще больше, поэтому она говорит Бенни и другим, на кого он рассчитывает, что приводит к тому, что все в городе воодушевляются, услышав эту речь, и там Бенни говорит Проте, что он будет судить Кориона своими глазами, чтобы узнать, может ли он ему доверять. Итак, после этого Бенни решает отправиться со своими людьми, в результате чего все горожане очень любезно его увольняют. И после этого Прата начинает готовиться к приему делегации Хураании, поэтому он начинает строить зал, чтобы приветствовать их в его гости. И там он приказывает подготовить персонал, который позаботится о внимании и обслуживании. И после этого Шин упоминает Протону, что у него скоро свидание с Гаэлем, так что Гаэлю скоро придется навестить Варгона. Но на этом разговор прерывает Трей, который появляется, чтобы сообщить Протону, что делегация Уразании прибудет очень скоро, так что уразанийская делегация прибудет очень скоро. Прота благодарит Трея за то, что он сообщил ему, и там Трей сообщает ему, что Янг также вернулся в Федерацию. Так что через несколько дней Прота с радостью примет Янга и его людей. И после этого он ведет их к горячим источникам, где все начинают расслабляться. Но в этом Прота говорит ему, что заключил союз с Корионом, в результате чего Джон и его друзья оказываются в затруднительном положении. Ваши люди будут поражены. Итак, Прота решает рассказать вам, что встретил Кориона, и услышав историю Прота, Джону удается все понять. И после этого Джон упоминает, что представители Уразании могут быть опасны. И услышав это, Прота просит его не вступать в драку ни с одним из представителей, несмотря на то, что он не является представителем Уразании, что Джон принимает. А потом Прота говорит Джону, что Хаку хочет увидеться с ним, чтобы узнать, как у него дела, поскольку там нам открывается, что Хаку был учителем Джона в прошлом. Поэтому Джон беспокоится из-за того, что Хаку проверит его нынешние способности. А потом на следующий день мы видим, как Прота и его люди покидают город, чтобы дождаться делегации Хураании, и в этом появляются три представителя зверей, которые представляют собой зверей по имени Алвис, Суфия и Круциус, причем последний является подчиненным Повиоса. И в этот момент Суфия начинает плохо отзываться о Проте, так как думает, что он очень слаб, будучи простым слизняком. А затем она расстраивается, увидев, что Прота также встречается с людьми, увидев Джона. И там Прота пытается защитить Джона от оскорблений Софии, однако Суфия решает проигнорировать это. Поэтому в этот момент Прота решает дать Юнгу разрешение сразиться с Софией, чтобы таким образом доказать ему, что он достаточно силен, и в этот момент Янг вынужден сражаться с Софией против его воли. Однако Сон решает вмешаться и сразиться вместо Янг, так как она расстроена, увидев, как звери оскорбили Прота. Так что в этом случае Сон готовится сразиться с Софией в рукопашный бой, что приводит Софию в восторг. И в этот момент мы видим, как начинается драка между ними, где нам показывают, что обе они кажутся равными без навыков. Так что там Прота удивлен, увидев способности Сиона, а с другой стороны Алвис просит Круциуса позаботиться о Джоне, чтобы увидеть, какой он сильный. Так что в этот момент Круциус решает встать перед Джоном и вытащить свой меч, и вот они оба тоже начинают сражаться. И во время боя Джон доказывает, что может сражаться наравне со зверем. Так что Прота рад видеть, насколько сильным стал Джон, который, как нам стало известно, тренировался с Хаку, чтобы стать лучше. А с другой стороны мы наблюдаем, как продолжается драка между Шион и Софией. И там Суфия говорит Шион, что разочарована тем, что видит Хаку. Кто-то настолько слаб в своей расе, поэтому в этот момент Шион решает серьезно сразиться, услышав это. И тут Шион активирует свой
мощный гигантский магический шар, и увидев это, Прота приходит в замешательство, так как Сион может разрушить всю территорию вокруг него. Поэтому этот просит его остановиться. Однако Сон перестает слушать Прота, так как она взволнована боем, и тут Сон пытается использовать свою силу, но в этот момент Алвис решает остановить бой, поскольку его план всегда заключался в том, чтобы испытать людей Прота. И там Алвис упоминает, что все они прошли испытания, так что в этом Суфия признает, что они очень сильны и достойны уважения. А затем Суфия просит своих людей запретить неуважение к ним, на что все соглашаются. А с другой стороны, Круциус хвалит Джона, говоря ему, что он довольно силен, за что Джон благодарит его, услышав его слова. И после этого Прота решает вернуться в Федерацию со зверями, но в этом он замечает, что если он все еще не может контролировать свою силу, что он и делает, пусть все беспокоятся, потому что она может разрушить все вокруг. Однако Прота решает принять свою человеческую форму, и там он просит Сион направить на него свою силу, на что она соглашается, доверяя Проте. И в этот момент Прота использует свою способность хищника, чтобы поглотить магический шар, что приводит к тому, что все силы Сиона будут поглощены. Звери будут поражены силой Прота, так что там Алвису удается понять, почему Корион решил поддержать его. А затем Алвис говорит ему, что она благодарна за установление связей со своей нацией, на что Прота отвечает, говоря ему, что он чувствует то же самое по отношению к ним. А потом вечером мы видим, как Прота устраивает небольшую вечеринку по случаю возвращения домой, и там звери удивляются, пробуя еду Федерации. А с другой стороны, Алвис и Суфия пробуют ликер, который заставляет их восхищаться вкусом напитка. И там Прота угощает их, он дает Алвису понять, что они не могут делать много спиртных напитков, так как не могут добыть много лесных фруктов. И услышав это, Элвин говорит ему, что в Евразии очень большой урожай фруктов, поэтому она упоминает, что может отправить часть фруктов в Федерацию. Но взамен Элвин говорит ей, что они должны будут отправить ему ликер в Евразию. Услышав это, Прота решает принять предложение, и вот он звонит торговцу из своего города по имени Кабе, который вынужден обсудить детали обмена с Алвисом и Суфией. И через несколько дней мы видим, как звери решают вернуться в свое королевство. Однако некоторые из ваших решили остаться в Темпесте, чтобы учиться, поэтому несколько зверей начинают изучать культуру и технологии нации. С другой стороны, мы видим, что Грусиус также остался в городе, так как он присоединился к обороне города из-за того, что он не смог защитить город. Приказы Фобия, который попросил его помочь Протону всем, чем он мог. Так что после некоторого разговора с Джоном он решает вернуться к патрулированию города, и через несколько дней мы видим, как Джон и его люди выходят из леса, чтобы таким образом прославиться во всем мире как герой. И в то же время Бенни возвращается в город со своими людьми, поэтому он вместе с Риго доставляет отчет в Прота возле Уразании, который упоминает ему, что величайшая сила королевства Евразания – это сельское хозяйство, поскольку в этом королевстве очень много сельскохозяйственных угодий. И там Прота спрашивает Риго, думает ли он, что они могли бы научиться делать то же самое, на что Риго отвечает утвердительно, поэтому Прота решает направить туда группу наблюдателей, чтобы они глубоко изучили сельское хозяйство Океании. И после этого Прота решает подготовиться к визиту Варгона и встрече с Газелью. Но как только он выходит с собрания, Прота останавливает Бенни, который просит у него разрешения остаться в городе, чтобы присматривать за ней. Поэтому последний просит Прота назвать Риго по имени. Капитан группы наблюдения, поскольку он убедился, что Корион – это объект, которому они могут доверять. Услышав это, Эль Прота решает удовлетворить просьбу Бенни, а затем Эль Прота спрашивает Бенни, каково было его знакомство с Корионом. На что Бенни отвечает, что он вызвал его на дуэль, но сразу проиграл, что приводит Эль Прота в шок. И после этого Прота спрашивает Бенни, каким был его опыт знакомства с Корионом, на что Бенни отвечает, что он вызвал его на дуэль, но сразу проиграл. Отправляйся в Варгон с Шуной, Сионом и гномами. Возьми также Гопту и его людей. И во время путешествия гномы благодарят Прота за то, что он позволил им отправиться в Варгон. Однако Прота говорит им, что он благодарен за то, что встретил их, поскольку без них город не смог бы так сильно вырасти. Поэтому гномы рады слышать эти слова. А после этого Прота и его группа встречают девушку и ее людей, которые обнаруживают, что строят дорогу между Темпест и Варгоном. Поэтому, увидев это, Прота вознаграждает их, раздавая им несколько бочек пива, что приводит орков в восторг. И через несколько часов они обнаруживают, что идут по тропинке между Темпест и Варгоном. В течение нескольких часов мальчикам удается добраться до входа в Варгон, так что там Кайдзину удается встретиться со своим братом у входа. А с другой стороны, Прота идет в королевскую комнату вместе с Шуной и Сионом, и там его встречает Гаэль на троне. Так что этот парень решает начать разговор с Протоном в более удобном месте, и там Гаэль спрашивает Протона, как он победил Шари, поскольку он не верит, что король демонов когда-либо помогал Протону. Однако Прота говорит ему, что ему помогла Милен. Так что там Гаэль решает поверить Проту, и после этого появляется Шуна, чтобы предложить алкоголь Проту и Газели, которые, попробовав его, удивляются его вкусу. И тут Гаэль замечает, что нация Прота растет в разных областях, так что Прота может вырасти как торговец и превзойти королевство Фалмут. Услышав это имя, Прота вспоминает, что Джон родом из этого королевства,
Поэтому там Прата спрашивает его, на что похоже королевство Фалмут. Фалмут обращается к Гаэлю. На что Гаэль отвечает, что это одно из величайших королевств на западе. Однако этот говорит Проту, что его король слишком жаден, и это может привести к проблемам в будущем. И после этой встречи мы видим, как в Варгоне начинается церемония, чтобы таким образом официально объявить о дружбе между Варгоном и Темпестом. Так что в этом случае Протаун начинает выступать с речью перед народом Варгонов, в которой говорит им, что хочет создать мост, на котором все расы будут жить в мире. Так что, услышав эту речь, все в Варгоне приходят в восторг, что заставляет всех восхвалять Прота. И после этого события Прота решает пойти в бар самообслуживания с Гоптой и другими гоблинами. И там нам выясняется, что они делают это тайком от Шуны и Шион, чтобы избежать проблем. И как только они окажутся внутри бара, все начинают расслабляться с местными эльфами, которые становятся все более дружелюбными. Они рады снова увидеть Прота, а с другой стороны, Гопта теряет сознание, увидев красоту эльфиек, и после этого Прота начинает разговаривать с заведующей баром, которая просит его начать продавать спиртные напитки, созданные ее королевством, на что хозяйка с радостью соглашается. И после этого мы видим, как Прота выходит со своей группой, оба совершенно пьяны, но в этом мы видим, как появляются Шуна и Шион, которые расстроены тем, что Прота спрятал жезл, из-за чего Прота был вынужден извиниться. Однако Шуна говорит ему, что ему придется есть блюдо Сиона в течение недели, в результате чего Прота расстроится, услышав это. А тем временем в другом городе нас знакомят с волшебницей по имени Муран, которая подходит к Джону и его людям, чтобы присоединиться к их группе, и вот там-то нас и знакомит. Джон говорит ему, что у него уже есть нужные ему волшебники, но после этого Муран решает вызвать его на дуэль, чтобы продемонстрировать свои способности, на что Джон соглашается. И после некоторой битвы в лесу мы видим, как Муран легко побеждает Джона, что вызывает всеобщее изумление, и Джон решает признать свое поражение. Поэтому в этом он приветствует Мурана в своей группе, в результате чего Муран рад это слышать. И через некоторое время мы переезжаем в город Инграссия, где Прота сообщает ребятам новость о том, что все они сдали экзамены, так что они счастливы, потому что смогут пройти следующий курс. И после этого Прота говорит детям, что через несколько дней ему придется попрощаться, но в этом он говорит им, что бы ни случилось, я всегда буду его учеником. Поэтому дети рады это слышать. С другой стороны, мы видим, как Джон возвращается в Федерацию Темпес вместе с Мураном, поэтому огры встречают их с большой добротой. И в этот момент нам открывается, что Муран была послана Клайдом, чтобы таким образом выполнить миссию по проникновению в королевство Прота, так что в этом и заключается ее миссия. Он начинает тщательно осматривать город, и после этого Джон решает отвезти Мурана в тренировочный лагерь, где мы видим, как Гопта и Грациус сильно избиты Хаку. Но в этом Джон появляется, чтобы поболтать с ними, и там он говорит Грациусу, что Муран его лучший боец на данный момент, что делает его лучшим бойцом в мире. Что заставляет Грациуса не верить ему, поэтому в связи с этим он решает провести с ней дуэль, чтобы проверить свои силы, однако Муран очень легко побеждает его, что заставляет Грациуса решить поверить в нее, и после этого Грациус упоминает, что ни один ученик не смог победить Хаку на тренировках. И так он решает составить план вместе с Джоном, Гобдой и Мураном, чтобы победить Хаку. Так что через некоторое время они решают бросить вызов Хаку на поле. И на этом Муран начинает создавать различные ловушки, однако Хаку удается избежать их и очень легко победить всех своих учеников. И после этого все решают отправиться к горячим источникам, чтобы немного отдохнуть, и там Муран начинает болтать с девушками, из-за чего они начинают нервничать, ладить с ней. И во время смены обстановки мы видим короля Фалмута, который встречается со своими советниками, чтобы обсудить Федерацию Бурь, поскольку она может привести к экономическому краху Фалмута, если она продолжит расти. Так вот почему они начинают разрабатывать план, чтобы сокрушить Федерацию Бурь. И тут король предлагает, чтобы люди Бури напали на людей, чтобы казалось, что они опасны, и услышав это, все решают согласиться. И есть один из советников, которого называют Буря. Расен решает встретиться с тремя призванными из Фалмута, молодыми людьми по имени Ке, Сиво и Кирара. И в этом он рассказывает им о королевстве Бурь и проблемах, которые они могут вызвать, что приводит Сиво в ярость, услышав о хедлейнере, возглавляющем нацию. Но в этом Расен говорит им, чтобы они не беспокоились. Они отправятся в Темпест с сотней рыцарей, чтобы таким образом выполнить свою миссию, поскольку они получат различные льготы, если будут следовать приказам Фалмута. Однако призванные, похоже, недовольны этим миром, поэтому там Кио решает развязать большую войну, чтобы иметь возможность убить того, кто их призвал, и быть свободными. А затем, во время смены сцены, мы видим, как Муран проводит день вместе с Джоном, поскольку она постепенно начинает влюбляться в него. И в этот момент нам открывается, что Клайд держит под своим контролем сердце Мурана. Вот почему Муран обязана подчиняться Клайду, так что тут она начинает чувствовать себя плохо из-за того, что солгала Джону. Но после этого Клей общается с Мураном посредством телепатии, и там он благодарит ее за всю информацию, которую она ему передала. Так что там Муран приходит в восторг от мысли, что теперь он может быть свободен. Но в этом Клей говорит ему, что ему нужно, чтобы он занялся другой работой, которая состоит из создания 2 барьеров в городе, поэтому она вынуждена принять свою миссию.
А с другой стороны мы видим, как Бенни находится на собрании, где ему сообщают, что несколько рыцарей из Фалмута направляются в город. Поэтому Бенни начинает задаваться вопросом, что ему следует делать, поскольку Прота все еще находится в неблагодарности, и в этот момент мы видим, как Алвис уходит. Он общается с Бенни, которому сообщает, что Евразания скоро подвергнется нападению Миллинга, что шокирует всех в зале. Прежде чем мы сможем попросить объяснений, мы видим, как связь прерывается, в результате чего Бенни более чем сбит с толку. А с другой стороны мы видим, как призванные Фалмуна прибывают в город Римуро, чтобы таким образом привести в действие свой план. Так что в этом Кирара обвиняет гоблина по имени Гобса в том, что он обманул ее. Попытка надругаться над ней, в результате чего многие люди, которые находятся в гостях, плохо смотрят на эльфа, так что это начинает вызывать скандал в этом районе. Но в этот момент появляется Капля и извиняется за своего подчиненного. Однако это дает всем понять, что, по его мнению, Гобсон не сделал ничего плохого, из-за чего Кирара злится. И вот она пытается использовать свои способности по контролю над разумом против всех вокруг, но в этот момент появляется Шуна и отменяет способность. И вот она просит призванных из Фалмута отступить. Однако призванные решают искать неприятностей, из-за чего Сеун решает вмешаться и сразиться с Сиво. А с другой стороны Кериота Гопта. Во время смены сцены мы видим, как Грусиус замечает, что Муран замышляет что-то странное, поскольку он уже знал, что она была демоном. Так что если бы он знал, что она была демоном, он бы убил ее. Что там Муран решает показать свою истинную форму и угрожать ему. И там Груций спрашивает Мурана, получила ли она приказ, который она должна выполнить для Клея. Что приводит к тому, что Муран расстраивается и просит ее больше не разговаривать. Но в этом появляется Джон, чтобы попросить Мурана объяснить и таким образом защитить ее. И тут Муран спрашивает его, почему Джон не боится увидеть, что она демон. Однако Джон говорит ему, что раса никого более или менее не ценит, и тот признается ему, что влюблен в нее, так что Муран удивлен. Но в этом случае она все равно решает создать барьер в городе, в результате чего все монстры теряют свои силы и оказываются в невыгодном положении. С другой стороны мы видим, как Прота решает вернуться в Федерацию Бурь, поэтому дети начинают плакать из-за его ухода, и в этот момент Курае обнимает Проту, прося его не уходить. Итак, там Прота решает подарить маску заклинания Курае, и после этого он раздает специальную униформу каждому из детей, так что все рады получить этот подарок. А затем дети говорят Проте, что когда они закончат учебу, они навестят его в городе, поэтому Прота рад это слышать. А затем он упоминает детям, что очень скоро приедет их навестить. И после этого Прота уезжает, чтобы вернуться в свой город вместе с Рангой. И по пути мы видим, как таинственная девушка наблюдает вдалеке за Протой, которая оказывается ученицей Шизу по имени Врожденная. И в то же время Прота останавливается, чтобы использовать свою технику телепортации, но в этот момент он чувствует присутствие Врожденного, что заставляет Прота остановиться и насторожиться. И в этом великий мудрец говорит ему, что он был пойман специальным барьером, что не позволяет ему использовать технику телепортации. И в этот момент мы видим, как появляется раненый клон Деса, который предупреждает Прота, которого вы боитесь, подвергается нападению, прежде чем исчезнуть, заставляя Прота задаться вопросом, что происходит, но в этот момент Врожденный появляется перед Протой, и вот он исчезает. Она представлена как капитан священных рыцарей имперской гвардии, и услышав ее имя, Прота узнает в ней ученицу Сидзу, поэтому тот пытается с ней поговорить. Однако Хината игнорирует его и нападает на него, в результате чего Прота вынужден отступить. И в этом Хината говорит Протону, что хочет убить его, чтобы отомстить за смерть Шизу, поскольку кто-то таинственный рассказал ей о Прототе. И в этот момент Прота пытается объяснить ей, что он японец, как и Хината. Однако Хината решает ему не верить, поэтому Прота вынужден сразиться с ней, и в этом Инате удается нанести ему несколько ударов своим мечом. И там великий мудрец говорит Проте, что японцы, как и Хината, не верят ему, поэтому Прота вынужден сражаться с ней, и в этом Инате удается нанести ему несколько ударов своим мечом. И там великий мудрец говорит, атаки Хинаты воздействуют на его дух, поэтому там она предупреждает его, что если он получит еще 3 удара, Прота умрет. И услышав это, Прота понимает, что сильно недооценил Хинату. И тут Хината говорит Проте, что его барьер также ослабляет монстров, из-за чего Прота замечает, что он в невыгодном положении. И после этого Хината начинает атаковать Прота, так что Прота начинает атаковать его. Прота решает сосредоточиться на остановке и уклонении от их атак. Однако этот получил 2 пореза, из-за чего Прота начал беспокоиться. А с другой стороны мы видим, что Гопта очень ранен после боя с Ке, так что этот начинает проигрывать бой. Но прежде чем нанести смертельный удар, мы видим, как Хаку вмешивается, чтобы спасти его ученик, поэтому Гопта рад видеть Хаку. И тут Хаку начинает сражаться с Ке. Однако Гопта замечает, что Хаку движется медленнее из-за барьера, поэтому Гопта начинает беспокоиться о Хаку, не имея возможности использовать все свои силы. И в этот момент Хаку получает критический удар от Ке, в результате чего Ке наносит ему смертельный удар. Пусть этот упадет на землю, и там Капля попытается помочь Хаку. Однако Гота также теряет сознание из-за полученных травм, и после этого Ке решает убить Шуну. Но в этом мы видим, как Габзо появляется, чтобы защитить ее и помочь Шуне сбежать. А с другой стороны мы видим, как Шион продолжает сражаться с Сиво. Однако останавливается, увидев, как появляется армия Фалмута,
поэтому Сиво говорит ему, что на него напали монстры, поэтому армия решает уничтожить их всех. И в этот момент Шион наблюдает за беззащитной девушкой-гоблином, поэтому она решает использовать его тело, чтобы защитить ее от солдат Фалмута. И вернувшись с Протоном, мы видим, как последний решает призвать Ифрита, чтобы таким образом попытаться остановить врожденную. Однако ей удается избежать травм, и так в этот момент Прота решает использовать свое последнее средство, которое заключается в использовании черт монстров, которых он поглотил в прошлом. Так вот, в этом случае Прота принимает форму своего рода химеры, и вот он нападает на Хинату. Однако ей удается уклониться от его атаки, и в этом случае Хината вызывает нескольких духов, чтобы отвлечь его от Проты. Поэтому она пользуется возможностью использовать свою мощную технику, называемую дезинтеграцией, что вызывает огромную трещину в почве, полностью разрушая Прота. И тут Ната начинает думать, что ей удалось уничтожить Прота, поэтому, завершив свою месть, она решает покинуть это место. Но в этот момент нам открывается, что Прота все еще жив, поскольку химера, которую он создал, была клоном Келли или раньше. Так что в этот момент Прота говорит Ранге, что он должен вернуться в Темпест, и там он пытается телепортироваться в их город, но в последний момент он обнаруживает, что Прота все еще жив. Он замечает, что не может этого сделать, потому что у него есть барьер. Поэтому Прота решает телепортироваться в ближайшую пещеру, где ему удается встретиться с Габиру, Зоей и их подчиненными. И в этом мы видим, как появляется Веста, чтобы дать зелье Зу, который был ранен во время вторжения, и после этого Зу рассказывает Протону о барьере и вторжении в Фалмут. Так что в этом Прота решает отправиться в город, где он начинает анализировать барьер, а затем просит Зоу выяснить, кто на самом деле был причиной этого. И отдав этот приказ, Прота с легкостью преодолевает барьер и, оказавшись внутри, видит, что его город разрушен, но в нем находится Ригур и несколько выживших, что заставляет Ригура радоваться, что он вернулся. Но прежде чем он успевает что-либо сказать, Прота замечает сильный взрыв поблизости, поэтому он решает отправиться в зону взрыва. И, оказавшись там, обнаруживает, что Бенни сражается с Джоном и Грациусом, которые пытаются защитить Мурана, но на этом Прота прекращает конфликт. И там Джон и Грациус просят Прота простить Муран, поскольку она ни в чем не виновата. Но в этом Муран упоминает, что она не заслуживает его защиты, поскольку из-за нее было много жертв. И тут Муран решает вывести Прота на главную площадь города, где Прота встречает несколько трупов своих граждан, что приводит Прота в шок. И тут он понимает, что совершил ошибку. Так как именно он запретил им это делать, они не причиняли вреда людям и всегда принимали их у себя. Но в этом случае он решает поговорить с Муран в комнате для совещаний, и как только она там расскажет ему о Клайдах и о своем сердце. А затем Ригур упоминает, что солдаты Фалмута угрожали ему перед отъездом, поскольку они упомянули, что вернутся через неделю, чтобы уничтожить его, если он не будет найден. Сдавайтесь. Так что там Прота понимает, что они не хотят, чтобы я тебя ждал, и после этой встречи Прота решает навестить раненых. Поэтому после этого Прота встречается с Хаку и Гоптой, которым он помогает быстрее восстановиться. Так что после этого они рады видеть, что Прота вернулся. А затем Прота спрашивает всех, где Сион, и, услышав это, Бенни решает вывести Прота и остальных на площадь. И как только Гопта оказывается там, он понимает, что Габзо лежит среди трупов, из-за чего тот начинает плакать из-за его смерть. А с другой стороны, Прота узнает, что Шун погиб во время вторжения. И там Бенни говорит Проте, что она умерла, защищая нескольких детей, но в этот момент Прота злится и выпускает свою мощную ауру. И после этого Прота просит всех оставить его в покое, так что все принимают его приказ. А затем Прота решает создать маску, похожую на маску Шизу, чтобы таким образом сдержать его ауру и избежать дальнейшего причинения вреда. И после этого Прота понимает, что не может оставить там все трупы, поэтому он решает использовать хищник и поглотить их всех. Но в этот момент мы видим, как появляются трое искателей приключений с Голубой Луны, и, оказавшись там, Эрин говорит Протону, что есть еще одна причина, по которой он не может убить всех. Возможность оживить их всех, что приведет к остановке Прота. Так вот, он решает послушать Эрин, которая, как выясняется, эльфийка, принадлежащая к знати. И в этом она рассказывает ему сказку о принцессе-драконе, в которой девочка, рожденная от дракона и человека, получила детеныша дракона, который станет его лучшим другом. Однако этот дракон убит, из-за чего принцесса драконов решает стать королем демонов. При этом ей удается возродить своего дракона, однако этот дракон возродился без воли, потеряв свою душу, что вынудило принцессу запечатать своего старого друга. И тут Прота понимает, что для возрождения своего народа он должен стать королем демонов. А затем Эрин говорит ему, что души его друзей не исчезли благодаря барьеру, так что они смогут вернуться к нормальной жизни вместе со своей волей. И, услышав это, Прота решает попробовать. Так вот, в чем он разговаривает с великим мудрецом, чтобы спросить его, как стать королем демонов, на что тот отвечает ему, говоря, что он уже выполняет почти все условия. Но там он говорит ему, что последнее требование 10 000 человеческих душ, чтобы стать королем демонов. Таким образом, он становится королем демонов, поэтому Прота шокирован, и в этот момент Су связывается с Эль Протой, которому сообщает, что 20 000 солдат Фальма приближаются к Темпест,
что заставляет Эль-Прата решить использовать их, чтобы стать королем демонов. И после этого Прата воссоединяется с Мураном, которому она протыкает грудь, так как он решил создать ей искусственное сердце, чтобы она была свободна, за что Мюррей благодарен ему. И после этого Прата просит Джона, чтобы он стал новым королем Фалмута, поскольку он планировал уничтожить войска королевства и их лидеров. И вот Джон решает удовлетворить просьбу Прата, и после этого Прата созывает официальную встречу, чтобы обсудить вторжение о надвигающейся войне. И тут Прата говорит ему, что планирует стать королем демонов. Именно по этой причине он будет использовать 10 тысяч вражеских солдат для развития, поскольку таким образом у него будут небольшие шансы оживить мертвых. И объяснив это, Прата открывает всем, что он реинкарнированный человек. Так вот, он говорит вам, что именно по этой причине он не хотел причинять людям боль. А потом Прата рассказывает всем, что сначала он чувствовал себя одиноким, но основав бурю, он смог найти друзей, которых теперь считает семьей. Так что, услышав это, все радуются. И тут Прата упоминает, что он не хотел, чтобы его правление причинило им вред. И так после этого он начинает сожалеть о том, что не вернулся в Инграссию в ближайшее время, но в этом его прерывает Шуна. И там все говорят Протону, что они всегда ждали, что он защитит их. Вот почему никто из них не смог справиться с ситуацией в одиночку. И услышав это, Прата просит их не винить себя, поскольку он чувствует, что во всем виноват он, поставив свои личные желания превыше всего. Но в этом Хаку решает встать со своего места, и там он говорит ему, что эта трагедия – результат слабости и ошибок их всех. И услышав это, все начинают соглашаться с Хаку, так что там Прата поражен, увидев отношение всех. И в этом Ригор говорит Проте, что они последуют за ним, откуда бы он ни пришел или кем бы он ни был раньше, поскольку все решили следовать за ним путь, который Прата указывает им, так уважая его. Поэтому, услышав эти слова, Прата рад, что у него такие хорошие подчиненные, и после этого Кайдзин спрашивает Проту, что он думает о людях в настоящее время. На что Прата говорит ему, что по его мнению люди могут быть хорошими и плохими. И зная, что окружающая среда оказывает влияние, Прата упоминает, что хочет помочь им, чтобы они узнали, что не все монстры плохие и могут жить вместе. Вот почему Прата желает, чтобы Джон стал королем Фалмута. Услышав этот ответ, Каджин упоминает, что идея Прата почти реальна, однако он решает поверить в нее, потому что он хотел бы мира без конфликтов. И в этот момент мы видим, как все, кажется, согласны с Прата, что приводит к тому, что Прата становится все более и более реальным, радостный. И так после этого Прата объясняет им, что они будут делать, чтобы остановить солдат Фалмута, и там он упоминает, что он один справится с 20-тысячной армией, что заставляет Бенни удивляться и беспокоиться за Прата. Однако этот говорит всем, что он не будет стоять на страже и не будет сдерживаться. А затем он упоминает, что им нужно будет сформировать 4 группы, так как каждая из них будет отвечать за нападение на 4 вражеских лагеря, оба из которых обладают магическим устройством, которое будет отвечать за поддержание барьера в городе. Таким образом, на них нужно будет напасть одновременно. И там Прата просит Бенни позаботиться о восточном лагере, а тем временем Хаку, Гопта, Гель и Ригу атакуют западную сторону. А с другой стороны, Габи нападет на юг, в то время как Зу отправится на северное устройство. Так что, услышав это, все без проблем соглашаются на миссию, так как теперь им не придется сдерживаться. И после этого Прата говорит Шуне, что барьер хранит души всех, поэтому там он упоминает, что ей нужно будет создать новый барьер, чтобы им больше не приходилось сдерживаться. Души погибших людей потеряны. И в этом Прата просит Мурана помочь Шуне создать новый барьер, на что Муран без проблем соглашается. И там Янг, Грусиус и трое искателей приключений предлагают защитить Шуну и Мурана, за что Прата благодарит их. И после этого мы видим, как все начинают готовиться к бою, а через несколько часов мы видим, как группы отправляются уничтожать устройство. А с другой стороны, Прата прибывает в лагерь главной армии, где они начинают думать, что ни один из них не заслуживает прощения за убийство Сиона и что он был убит другим, так что на этом он решает привести свой план в действие. А тем временем мы видим, как Бенни прибывает в восточный лагерь, так что там солдаты решают подготовиться к его задержанию. И в этот момент Бенни говорит им, что он никого не пощадит, так что там он окутывает свою катану темным огнем. А затем Бенни начинает убивать нескольких солдат с большой легкостью, и через несколько секунд Бенни уничтожает весь лагерь, поэтому он решает уничтожить устройство. А с другой стороны мы видим, как Габи и ее люди прибывают в южный район. И там он приказывает атаковать солдат с воздуха, что позволяет людям-ящерам с легкостью победить нескольких солдат. И после этого Габи демонстрирует свою огромную силу и уничтожает устройство вместе с несколькими солдатами. А тем временем мы видим, как Соха появляется в северном районе, где он с большой легкостью убивает всех солдат вместе с Сокой и его подчиненными. И после этого устройство уничтожается. А затем во время смены сцены мы видим призванных из Фалмута, которые защищают устройство с запада, и там Сево упоминает, что хочет сражаться уже сейчас. Поэтому Кио просит его набраться терпения, и в этот момент солдат объявляет, что 4 врагов убиты и что он должен быть убит. Они приближаются, и это оказываются Хаку, Гопта, Гель и Ригу. И
И в этом они начинают с большой легкостью убивать нескольких солдат, что заставляет солдат осознать, что они используют странные приемы. И тут Гельд использует мощный удар ногой, из-за чего солдаты теряют равновесие. Так что Гопта и Ригу используют эту возможность, чтобы уничтожить больше солдат, и став свидетелями этого, Сиво и Ке решают вмешаться, в результате чего Гопта злится, увидев их. Но в этом случае он решает позволить девушке позаботиться о Сиво, чтобы продолжить план. А с другой стороны мы видим, как Ке подходит к Хаку, который говорит ему, что ему следовало сбежать, поскольку ему удалось выжить. Но в этом Хаку говорит Ке, что он ненавидит проигрывать, так что в этот момент мы видим, как начинается матч-реванш между ними обоими. И Ке использует пространственную технику, чтобы победить, подойти к Хаку и убить его. Однако Хаку очень легко удается остановить его, что приводит к тому, что Ке шокирован и вынужден отступить. Но после этого он решает бросить вызов Хаку на дуэль на мечах, на что Хаку соглашается. И тут Ке показывает, что она обманом заставила его выпустить несколько снарядов в Хаку. Однако Хаку с большой легкостью останавливает их всех, в результате чего Ке шокирован, став свидетелем этого. И в этом Хаку говорит ему, что разочарован, увидев такой жалкий обман, что приводит Ке в ярость. Поэтому Ке бросается в атаку на Хаку, но Хаку не дает ему этого сделать. Ей удается уклоняться от всех его атак. И в этом Ке показывает, что у него есть способность, называемая всевидящим оком, с помощью которой он может наблюдать за тем, что его окружает, в 300 раз быстрее. Поэтому он доверяет себе и пытается убить Хаку. Однако Хаку решает показать ему свою истинную силу, и в этом он наносит удар быстрее, чем реакция тела Ке, в результате чего Хаку обезглавливает Ке и с легкостью убивает его. А тем временем мы наблюдаем, как продолжается драка между Гейлом и Сиво. И вот Сиво начинает жаловаться на манеру Гейла драться, поскольку он не считает справедливым, что у Гейла есть щит и оружие. Однако Гейл говорит ему использовать все свои силы в форме уважения к нему, поскольку в настоящее время они находятся в состоянии войны, но на этом Сёгун говорит ему, что он упомянул ему об этом только потому, что щит его беспокоил. Так вот, этот парень решает сразиться всерьез, и в этот момент Сиво активирует свой режим берсерка, с помощью которого он атакует Гейла, в результате чего щит Гейла разрушается. И после этого Сиво становится самоуверенным и начинает несколько раз бить Гейл. Но в этом Гейл использует свою технику разъедания, с помощью которой он захватывает конечности Сиво и причиняет ей боль. И в этом мы видим, как появляется Хаку. Поэтому Сиво спрашивает Хаку о Ке, и там Хаку показывает ему голову своего товарища, что заставляет Сиво испугаться и бежать в лагерь. И в этот момент он входит в палатку Кирары, которая отдыхала, но в этот момент Шоуга решает убить ее, чтобы получить больше власти. И после этого Сиво получает новую способность, называемую выжившей, которая дает ему очень высокую силу регенерации. Так что после этого Сиво решает снова бросить вызов БГУ, став сильнее, а Илэ решает сразиться с Сиво, не используя оружие, поэтому Сиво становится сильнее. Доверяй. Но в этот момент Гейл начинает сильно избивать Сиво, из-за чего Сиво просит ее остановиться. Однако Гал решает проигнорировать его и несколько раз ударил его. И после этого Гал пытается убить Сиво одной атакой, но в этот момент мы видим, как появляется Русен, чтобы спасти Сиво, поскольку он оказывается главным колдуном королевства Фалмут. И Орел пытается напасть на них. Однако Хаку просит его остановиться, заметив, что Русен уловил подвох. Так что без каких-либо вражеских солдат на западе Гопта уничтожает последнее устройство. Поэтому, заметив это, Шуна и Муран решают вызвать новый барьер. А с другой стороны мы видим, как Расон прибывает в лагерь Сиво, и там он решает обманом заставить его уничтожить его дух, потому что он уже мертв. Это бесполезно для вас. И после этого Расен использует свою способность владения, чтобы таким образом завладеть телом и способностями Сиво. Так что после этого он решает встретиться с королем Фалмута, а тем временем мы видим, как Прата получает отчет от их имен, которые говорят ему, что все устройства были уничтожены и созданы для него. Барьер. Итак, в этот момент Прата решает приступить к следующему этапу своего плана, и таким образом он создает антимагический барьер по всему вражескому лагерю. А затем он использует водную технику под названием Мегидо, чтобы убить всех солдат за одну атаку. А после этого Прата встречается с королем Фалмутским, который находится рядом с архиепископом Западной Церкви, и там они начинают умолять Прата о пощаде. Но в этом мы видим, как Протату удается собрать все 10 000 человеческих душ, поэтому великий мудрец начинает ритуал превращения в короля демонов, который известен как фестиваль урожая. И в этот момент Прата начинает сильно хотеть спать, так что вот он решает призвать Бога, чтобы помочь ему. Ранга, которого он просит защитить его и вернуть в город. А затем Прата просит его также привести короля и архиепископа в качестве пленных, на что Ранга соглашается. И после этого Прата чувствует присутствие живого врага, которым оказывается Расон, так что там Прата решает призвать 3 демонов, предлагая трупы убитых солдаты в качестве оплаты. И в этом мы видим, как один из них оказывается Нуаром, и там Прата просит его захватить оставшегося врага, на что те соглашаются.
соглашаются. И после этого Прота теряет сознание из-за ритуала эволюции. И после этого мы видим, как Ранга прибывает в город с Протой и заключенными, поэтому Ишуна решает оставить Проту отдыхать в центре площади. И в этот момент мы видим, как Прота начинает совершенствовать различные навыки, в результате чего его способность хищника эволюционирует в так называемого Вельзевула. И после этого мы видим, как развивается и способность великого мудреца, поэтому она получила имя Рафаэль. А затем ритуал заканчивается, и Проте удается превратиться в короля демонов, что приводит к тому, что все его последователи теряют сознание, поскольку они также развиваются и получают подарки от короля демонов. Быть последователями короля демонов. А с другой стороны мы видим, как Нуар удается найти Рассена, который пытался сбежать. И в этот момент Рассон пытается убить Нуара, однако тот показывает ему, что он намного могущественнее его, и хорошо увидев лицо Нуара, Рассену удается его узнать. Так что он понимает, что Нуар первичен, что делает его одним из самых могущественных демонов в этом мире. Так вот в чем дело, Нуар начинает пугать Рассена своим присутствием, в результате чего Рассен теряет сознание, и тогда Нуар решает отвести его в город. И во время смены сцены мы видим, как Рафаэль берет под свой контроль тело Протона, и вот он начинает процесс оживления всех. Поэтому он использует свою силу, чтобы собрать все их души из тех, кто умер. Но в этот момент Рафаэль понимает, что у него недостаточно магии, поэтому он решает использовать часть своей жизненной энергии, чтобы оживить своих подчиненных. И в этот момент мы видим, как появляется Нуар, чтобы дать Рафаэлю совет, который заключается в том, чтобы забрать жизнь у него двух оставшихся демонов, поскольку, используя их жизненную энергию, вы сможете завершить процесс воскрешения. Так вот почему Рафаэль решает прислушаться к Нуару. И после этого Проте удается успешно оживить Шион и остальных. И через 3 дня Прота просыпается, и там его с большой радостью встречают Шион и остальные. Так что в этом случае Прота рад видеть, что его план сработал. И там он просит Шион больше не беспокоить его так сильно, на что Шион соглашается. И после этого мы видим, как все граждане собираются перед Протой, и тут он замечает, что все каким-то образом изменились. Так вот, в этом Рафаэль говорит ему, что все они эволюционировали после фестиваля урожая, поскольку они связаны с душой Прота. И тут Прота понимает, что великий мудрец тоже изменился. И после этого Бенни говорит Проте, что хочет проверить, сохраняет ли он еще свое здравомыслие, поскольку процесс превращения в короля демонов мог его изменить. Поэтому они решили заранее подготовить вопрос и ответ. И в этом Бенни спрашивает Прота, что он думает о еде Шиона, на что Прота говорит ему, что Бенни попросил его сказать ему, что это отвратительно, что приводит к тому, что Шион расстраивается. Она злится на Бенни, и вот тут она говорит ему, что он должен есть свою еду, пока не перестанет есть, что заставляет Бенни задуматься над ее вопросом. Но после этого Бенни решает поговорить на серьезные темы с Эль Протой, и там он говорит ему, что Альби, Суфия и Побио находятся в городе, поэтому Эль Прота решает встретиться с ними. И в этом они объявляют ему, что граждане Уразании находятся в Темпесте. Поскольку Милин предупредила их, что пойдет за ними, в результате чего Корион решила заставить всех эвакуироваться из города. И после этого Элвин упоминает, что Корион решила сразиться с Милин, что привело к разрушению столицы Уразании ее силой. И там нам открывается, что она находится под контролем Клея с помощью ошейника, поэтому в этом случае Корион пытается остановить ее. Однако ты пойман в ловушку другим королем демонов по имени Фрей, что также показывает, что ты работаешь на Клея, так что в этом вам обоим удается убить Корона вместе. И услышав это, Прота поражен. И в этом Побио упоминает, что Фредди и Милли направляются к замку Клайда, из-за чего Суфия злится и решает пойти ему навстречу. Но в этом Прота останавливает ее и там говорит им, что он все еще не верит, что Корион все еще в замке Клайда. Я жив. И так после этого Прота просит их успокоиться и подумать о том, что им следует делать, на что звери соглашаются. И после этого Прота встречается с Нуаром, который говорит ему, что хочет работать на него и присягает ему на верность. Поэтому Прота решает принять его в качестве своего второго помощника. Секретарь, и вот он решает дать Нуару имя Диабло, что заставляет его развиваться и становиться сильнее. Вернувшись в настоящее, мы видим, как Гопта и Гайру входят в лес, поскольку они пытались сбежать от Хаку. Но в этом случае Хаку появляется позади Гопты и там сбивает его с ног одним ударом. И после этого Хаку побеждает Габира внезапной атакой, так что в этом он говорит им, что все еще слишком сильно полагается на зрение. И услышав это, Гавио просит Хаку продолжать учить их сражаться, а затем Гопта начинает задаваться вопросом, где находится Гель, на что Хаку отвечает нет. Он отвечает, говоря ей, что работает на стройплощадке, так как он обеспокоен темпами работ среди орков. А с другой стороны мы видим, что девушка закончила свою работу. Но в этом он замечает, как появляются несколько захватчиков, чтобы напасть на него, что приводит к тому, что ему сообщают о том, что орки были убиты. Это воинам бури, чтобы они помогли ему. А с другой стороны мы видим, как Эль Прота оказывается рядом с Шионом и Шуной. И отсюда он начинает задаваться вопросом, правильно ли он поступил, послав дьявола с Янгом, поскольку Диабло может получить доступ, пытаясь восстановить Па в Фалмуте. Поэтому, увидев его в таком состоянии, Шуна просит Прота немного отдохнуть, в результате чего Прота решает последовать его совету, и тут Шион решает дать Проте печенье. Из-за чего Прота пугается, так как он все еще боится того, как выглядит еда от Шиона.
И тут Шион настаивает, чтобы Прота съел печенье, но тут появляется Джоу и прерывает его. И там он сообщает Проте, что наглё нападают в лесу, поэтому Прота использует это как предлог, чтобы не есть печенье Сиона, и в этом он решает отправиться в путь. И с другой стороны мы видим, как Гейл сражается с огром по имени Хиро, который находит его раздраженным, поскольку именно орки разрушили деревню огров, и там Гейл понимает, что Хиро принадлежит к деревне, которую они разрушили, что приводит к тому, что Гейл и Хиро оказываются в ловушке. Он решает опустить оружие, чтобы Хиро мог отомстить, убив его, но в этот момент появляется Бенни и останавливает атаку Хиро. И тут нам открывается, что это друзья детства. Поэтому Бенни и Хиро решают прекратить борьбу. А затем Бенни рассказывает ему, что теперь они помирились с орками, что заставляет Хиро принять это. И через несколько минут мы видим, как появляется Прота с другими ограми, которые рады видеть, что Хиро все еще жив. И после этого Хиро приглашают на ужин с Протой и остальными, и там Прота узнает, что Хиро всем как старший брат, именно по этой причине его так любят огры. И после этого Хиро рассказывает своим друзьям о своем прошлом, в котором мы видим, как он стал наемником на службе у Клайда, и там Хиро узнает, что он планировал напасть на их деревню, именно по этой причине он покинул деревню. Его армия и его товарищи, однако, начинают преследоваться воинами Клайда, в результате чего Хиро теряет нескольких своих союзников во время погони. И после этого мы видим, как Хиро пытается победить Янсу, однако тот легко побеждает его, создавая его двойника, в результате чего Хиро падает на землю совершенно умирающим. Но через 10 дней мы видим, как Хиро просыпается в королевстве под названием Раджа, и там его встречает его королева по имени Това, которая показывает, что смогла спасти его, отдав мужчине. А затем Това сообщает Хиро, что другие его товарищи погибли, что вызывает у Ию печаль. Но в этом случае он вспоминает, что его деревня все еще находится в опасности. Поэтому Хиро решает снова встать, и после этого он крадет летающее существо у Раджи, чтобы он мог уйти в свою деревню. Но когда он прибывает, он понимает, что эта деревня полностью разрушена, из-за чего Хиро злится. И через 4 дня Хиро решает вернуться в Раджу, чтобы он мог служить Тове за спасение его жизни, и таким образом воспоминания заканчиваются. И вернувшись в настоящее, Хиро говорит Проте, что Раджа жил за счет своих золотых приисков, однако ресурсы иссякли, и теперь воспоминания заканчиваются. Королевство находится в очень плохом положении, так как шахты начали производить яд, по этой причине Това использовала свою жизненную энергию, чтобы таким образом попытаться очистить воды королевства, и Хиро рассказывает Проте, что он пришел как посланник Раджи, чтобы попросить у него разрешения использовать часть яда из ее леса и иметь возможность выращивать пищу для своего королевства, потому что, если Това продолжит использовать свою силу, она может скоро умереть. Услышав это, другие огры просят Прота помочь Хиро и Раджа. Лок Прота без проблем соглашается, и после этого Прота спрашивает Хиро, может ли он навестить Раджу и Тову, на что Хиро с радостью соглашается. Итак, на следующий день мы видим, как Прота и остальные готовятся к отъезду, и через некоторое время, путешествуя, мальчики прибывают в королевство Раджа вместе с Хиро. Поэтому Прота встречается с министрами королевства, и там Хиро объявляет им, что Прота дал разрешение на выращивание сельскохозяйственных культур на их землях, что заставляет министров быть счастливыми, услышав это. А потом мы видим, как Трей появляется на собрании и там говорит министрам, что Раджа также должен собрать урожай, который они выращивают, на что они с благодарностью соглашаются. И после этой встречи Прота встречается с Това, который извиняется перед ним за то, что принял его в плохом состоянии. Но в этом Джиро говорит Тове, что Прота может ее вылечить, и там Прота говорит Това, что понимает, что она не хочет доверять монстру так скоро. Однако Това говорит ему, что она ему доверяет, поскольку у нее нет причин сомневаться в другом Джиро. Поэтому, услышав это, Прота решает подойти к Тове, чтобы проверить ее, и тут Прота замечает, что повязка на голову Това обладает огромной силой, таким образом открывая нам, что Това использовала ее для очищения своих вод. И в этом Това показывает, что эта повязка передавалась из поколения в поколение, поскольку она была передана Богом 1000 лет назад. Однако этот проклятый яд поражает любого, кто использует его несколько раз, и в этом случае Прота решает проанализировать повязку на голову. И там понимает, что проклятый яд невозможно удалить, так как он может быть удален только тем, кто наложил проклятие. Он упоминает, что Това все еще может исцелиться, если не наденет повязку на голову, поскольку она может противостоять яду в зависимости от своей жизненной силы. И после этого Прота решает передать Тове несколько банок меда, так как мед поможет ему почувствовать себя лучше, что заставляет Хиро удивляться, увидев его быстрый эффект. И там Прота просит Това больше не носить повязку на голову, чтобы он мог вылечиться, на что Това отвечает, говоря ему, что мед поможет ему почувствовать себя лучше. Что если он не воспользуется ею, он не сможет остановить минный яд. Услышав это, Прота говорит ему, что он позаботится об этом. Итак, через несколько часов Прота и остальные отправляются к загрязненному озеру, где Това объясняет, что со временем яд станет сильнее, что также приведет к тому, что воздух станет токсичным. И в этом случае Прота решает проанализировать яд с помощью Рафаэля,
который говорит ему, что состав яда неестественный. Поэтому Прота понимает, что вода была кем-то отравлена, и вот он решает войти в озеро. Затем Прота использует свою способность, чтобы убрать воду со своего пути, и при этом ему удается найти магический круг в озере. Поэтому Прота решает приблизиться к нему, и в этом Прота использует Вельзевула, чтобы поглотить магический круг, что позволяет полностью очистить яд. Таким образом Прота. Пусть Прота снова выпустит воду из озера. И тут Прота рассказывает всем, что он смог покончить с ядом, так что Това рада. А потом вечером мы видим, как королевство Раджи начинает праздновать, и мальчики присоединяются к вечеринке. И там Бенни спрашивает Проту, знает ли он что-нибудь о ядовитом магическом круге, на что Прота отвечает, говоря ему, что круг был очень древним. Так что, возможно, он был очень древним. Что он считает, что его надел сам Бог, создавший повязку на голову. И в этом мы видим, как Хиро прерывает разговор, и там он говорит Проте, что благодарен ему за то, что он хочет когда-нибудь отплатить ему за услугу. И услышав это, Прота говорит Хиро, что хочет переспать с Раджей, что удивляет Хиро, но на самом деле это не так. Через несколько секунд он снова благодарит Прота, и после этого Прота встречается наедине с Това, которого он спрашивает, как у него дела, на что Това отвечает, говоря ему, что ему становится все лучше и лучше, но после этого Това признается ему, что ревнует его, поскольку их отношения становятся все более и более напряженными. Со своими подчиненными она гораздо более открыта и откровенна. И тут Това говорит ему, что она спасла Ира, надеясь, что он присоединится к ней, поэтому она считает себя эгоисткой. Но в этом случае Прота говорит ему, что в какой-то момент все так подумали. И после этого Прота советует ей быть более искренней в своих чувствах, так как таким образом она сможет больше открыться своим подчиненным, на что Това соглашается. И через 10 дней после этого события мы видим, как Раджа он начал процветать, что вызывает удивление у торговца из королевства по имени Аква, поскольку королевство сильно изменилось за все дни, что он был на свободе. И в этом нам открывается, что он недоволен процветанием Раджи, поскольку это не входило в его планы. Но в этом случае он, Ака, решает использовать проклятый шар, чтобы таким образом вызвать хаос и трагедию в королевстве. С другой стороны, мы видим, как Хиро посещает свою древнюю деревню, где он посещает могилы своих бывших товарищей, чтобы помолиться. И через некоторое время появляется Бенни, чтобы составить ему компанию, и там Джиро начинает беспокоиться. Сожалеть о том, что произошло в прошлом, потому что, если бы он был сильнее, он мог бы спасти вас всех. Но в это Бенни говорит ему, что он уже не одинокий, так что теперь союзник королевства боишься, и услышав это, Хиро радуется. Но в то же время мы видим, как появляется солдат Раджи, который приносит плохие новости, а Хиро и в то же время Проута встречается в темп с дьяволом, и там нам показал, что это пришел навестить Проута ежедневно, чтобы дать отчета, что делает Проута, беспокойтесь. Но в этот Рэй появляется, прервав совещание, и там он объявил Проута, что яд озера вернулась с большей силой, что заставил Това использовать диадему, чтобы спасти своих жителей, и услышав это, Проута был удивлен, потому что он снял этот магический круг древнего, и в это время дьявол просит Проута, что вы поговорите с магический круг, увидел, что Проута говорит ему этого. И там дьявола упоминает, что он знает, кто может стоять за этим, так что Проута просит дьявола, способного уничтожить виновника. Так что этот возможность договориться снятия проклятия ядовит. И после этого Трей упоминает, что на них нападет армия из соседнего королевства Раджа, поэтому там Прота решает пойти с Раджей и несколькими солдатами на помощь. А затем, во время смены сцены, мы видим, что Хиро беспокоится о Това, так как она в очень плохом состоянии, и что когда он возвращается, он обнаруживает, что Хиро беспокоится о Тове. Но в этом случае Хиро останавливает Лаа, которая говорит ему, что есть способ спасти жизнь Това. Поэтому, услышав это, Хиро просит ее рассказать ему более подробную информацию. И там Лаа решает отвести Хиро куда-нибудь наедине, а затем раскрывает ему, что существует секретное искусство, которое используется для спасения жизни Това, чтобы обменяться телами, поэтому там Лаа просит Хиро предложить свое тело Това, поскольку они связаны ритуалом имени. И тут Хиро решает принять ритуал, чтобы принести себя в жертву, отдав свое тело Това. Так вот, в этом Аква передает проклятый шар Хиро, и там он лжет ему, говоря, что он должен съесть его, чтобы совершить ритуал. Поэтому Хиро решает проглотить шар, и после этого ведет Това в подземный храм рядом с Аква. А с другой стороны мы видим, как Прота и остальные прибывают к Радже, где они получают известие о том, что Това и Хиро исчезли. Поэтому он решает выследить их, используя для этого воду. Обоняние ранга. И по дороге Джо общается с Протой, которому он говорит, что соседнее королевство хочет ограбить золотой рудник Раджи. Из-за чего Прота думает, что кто-то солгал соседнему королевству, чтобы они напали на них в худшем случае. Но в этом случае Прота решает послать своих лучших воинов защищать Раджу, поэтому он просит министров не беспокоиться. А с другой стороны мы видим, как Това просыпается, и там Хиро говорит ей, что он пожертвует собой, чтобы спасти ее. Но в этот момент Элла начинает смеяться. И там ему открывается, что он обманул их всех, и что он является причиной всех проблем Раджи, из-за чего Хиро злится с ним, и в этом проклятый шар начинает действовать. Так что Хиро сходит с ума и превращается в неконтролируемое существо, в результате чего это существо начинает разрушать все вокруг себя. Но в этом мы видим, как Прота, Шуна и Бенни появляются, чтобы спасти Това, и там Прота и Бенни появляются, чтобы спасти Това. Он решает последовать за Ака, поэтому Бенни начинает сражаться с Хиро, чтобы Прота мог продвинуться, и в этом Прота начинает следовать за Ака вместе с Рангой. А
тем временем он общается со своими подчиненными, которых он увольняет, чтобы они победили соседнюю армию, не убивая их, поскольку он не желает, чтобы Хиро был убит. Пусть будут ненужные смерти. И во время смены сцены мы видим, как дьявол воссоединяется с девушкой по имени Вайолет, которая оказывается таким же первобытным демоном, как и он. И тут он говорит Вайолет, что уже знает, что она наложила магический круг на Раджа, что приводит Вайолет в замешательство. И после этого дьявол просит Вайолет впустить Раджу в королевство, на что она отвечает отказом. И в этом Вайолет показывает, что именно она создала повязку на голову, поскольку она сыграла в игру с первой королевой Раджи, которая продолжится с ее потомками. Полностью заразив ее, она победит, что позволит ей использовать свое тело или тело одного из своих потомков в качестве сосуда. И услышав это, дьявол намекает Вайолет, что она обманула в его игре, поскольку она заставляет Това носить повязку на голову, чтобы выиграть. Услышав это, Вайолет злится, и на этом она начинает сражаться с Диабло, но через некоторое время их задерживают подчиненными Вайолет, которые раскрывают, что во всем виноват Эль Аква, поскольку, будучи ее подчиненным, он просто хотел помочь Вайолет выиграть игру. Итак, в этом Вайолет решает отступить, и после этого она общается с Аквой, которую она решает бросить из-за своих действий, поэтому вода злится и решает проглотить проклятый шар, чтобы таким образом попытаться самоуничтожиться рядом с королевством Раджи. Однако Прота использовал псевдоним, чтобы поглотить его и предотвратить большой взрыв. А с другой стороны мы видим, как Бенни продолжает сражаться с Хиро, и вот он решает серьезно взяться за дело, чтобы победить его. Однако Хиро удается противостоять его атаке, поэтому он пытается убить Бенни, но в этот момент он останавливается, увидев, как Това встает между ними. И там Хиро забирает часть своей добычи. Его сознание, которое позволяет ему вырвать проклятый шар, который был внутри него, но в этом мы видим, как он начинает окаменевать, поскольку он злоупотребил силой проклятого шара, и именно по этой причине Прота не может его исцелить. Так вот в чем дело, я превращаюсь в пыль. Но тут Това решает в последний раз использовать силу повязки на голову, чтобы спасти жизнь Ю, и после этого она исчезает вместе с повязкой на голову, что заставляет Ю опечалиться тем, что ничего не может для нее сделать. Однако Вайолет решает вмешаться, поскольку игра была отменена из-за ошибки одного из ее подчиненных. Поэтому Вайолет решает удалить проклятый яд из Това и вернуть ее, в результате чего конфликт заканчивается, и все начинают праздновать в королевстве Раджи. И после этого Рафаэль объявляет Проте, что у него уже есть возможность привести Вельдеру, что заставляет Прота обрадоваться, услышав эту новость. Так что после этого Прота решает отправиться в пещеру начала, и там он создает его клона, чтобы он мог видеть. Он служит сосудом, а затем Прота вводит в него душу Вельдеры, в результате чего Вельдера возвращается в человеческом обличии. И вот он появляется и делает довольно яркую презентацию. Поэтому Прота спрашивает его, почему он ведет себя так странно, на что Вельдера отвечает, что анализирует его воспоминания, что позволило ему прочитать несколько манг и таким образом подражать персонажам. Услышав твой ответ, Прота рад видеть, что Вельдере стало скучно, и после этого они оба официально приветствуют друг друга после долгого отсутствия. Затем Прота спрашивает Вельдеру, получил ли он подарок от фестиваля урожая, на что Вельдера отвечает утвердительно, так что они оба не видят друг друга. Его уникальные способности развелись, когда Прота стал королем демонов. И там Прота рад это слышать. И после этой встречи Прота решает вывести Вельдеру на улицу, и как только Вельдера окажется там, он рад, что через несколько столетий станет свободным. Но в этом Прота просит его попытаться скрыть его ауру, так как он может напугать людей. Горожане, на что Вельдера соглашается, поэтому в этом случае он заставляет свою ауру дракона уменьшаться. И после этого Прота приводит Вельдеру в город, где их все встречают с большой радостью. И в этом Прота представляет Вельдеру своим подчиненным, однако те не верят, что это настоящая Вельдера, что заставляет всех хранить молчание. Но в этот момент мы видим, как Трей появляется, чтобы принять Вельдеру на коленях, поскольку они и их сестры были спасены за Вельдеру в прошлом. И став свидетелями этого, все горожане шокированы и решают встать на колени, узнав, что это настоящая Вельдера. Поэтому в этом случае Вельдера просит всех продолжать помогать Проте, так как он тоже будет на ее попечении. И в этот момент Ригур спрашивает Вельдеру, какие у нее отношения с Протой, на что Вельдера отвечает, что Прота ее душевный друг, что заставляет Прота краснеть. Но в этом случае все граждане рады слышать, что они друзья. И после этого Прота решает устроить пир, и вот он просит всех насладиться вечером, в результате чего все начинают пировать. В этот момент мы видим, как Прота и Бенни заставляют есть еду Шион, поэтому они начинают нервничать. И в этот момент она подает каждому блюдо с плохим видом. Из-за чего Прота спрашивает, почему бы ей не порезать и не очистить их ингредиенты, на что Шион отвечает, говоря ему, что это трудно сделать с его мечом. И услышав это, Прота удивлен, увидев, что Шион не пользуется кухонными ножами, а затем мы видим, как Прота и Бенни в страхе решают попробовать еду Шиона, но при этом оба замечают, что блюдо очень вкусное, так как Шион получил навык шеф-повара после фестиваля урожая, что позволяет ей получить тот вкус, который она представляет, независимо от того, как выглядит блюдо.
Так что, услышав это, Прота и Бенни успокаиваются, а затем на следующий день мы видим, как Прота устраивает встречу. И там он представляет Диабло как своего второго секретаря перед всеми, так что все его любезно принимают, и после этого Прота назначает Гавира главой отдела разработки, что делает его теперь членом группы лидеров, поэтому Гавиу рад это слышать, а затем Прота решает рассказать всем о своем новом конфликте с Клайдом. Так вот в чем Прота рассказывает ему о своих следующих шагах, которые заключаются в том, чтобы вернуть Янга, нового короля Фалмута, сдержать западную церковь и спасти Корион. Поэтому после этого Прота дает задание своим подчиненным, и там он просит Шиона допросить заключенных Фалмута, чтобы получить ценную информацию и привести в действие свой план. И в этот момент мы видим, как Фьюз приходит на встречу совершенно расстроенный, поскольку он все еще думает, что Прота все еще находится в конфликте с Фалмутом. Однако Прота говорит ему, что победил их всех, что приводит Фьюза в полный трепет. И в этот момент Прота чувствует, что проиграл. Присутствие большего количества людей, которые оказываются Газелью вместе со своими людьми. Итак, Прота решает выйти из офиса, чтобы поприветствовать их, и там Прота говорит Газели, что он на встрече, чтобы обсудить будущее Федерации Темпест. Услышав это, Гаэль тоже решает принять участие во встрече, но в этот момент мы видим, как появляется группа, принадлежащая к нации Сарьонов, которую возглавляет герцог-комиссар по имени Геральт, и тут нам открывается, что Гаэль и Эральд знают друг друга. Итак, Гаэль решает познакомить его с Прототом, который любезно представляется, но услышав, что его звали, он злится на Протота, которого начинает обвинять в том, что он якобы обманул его дочь, что приводит Протота в замешательство. И там Эрал пытается атаковать Протота с помощью техники, которая, по его мнению, должна была привести его в замешательство. Магия огня, но в этот момент мы видим, как появляется Эрин и поражает Эрала. И тут нам становится известно, что Эрал отец Эрина, поэтому она начинает ругать его за то, что он действовал бездумно, в результате чего Эрал вынужден извиниться перед Эль Прота. И там Прота спрашивает Эрала, приходил ли он только к Эрину, на что Эрал отвечает: «Я не знаю». Он отвечает, что нет, так как он хотел приехать и увидеть все своими глазами, а Прота надежный человек, поэтому он также решает присутствовать на собрании Прота. Услышав это, Прота решает принять это, поскольку у него нет другого выбора. Во время смены сцены мы видим, как Лаплейс пытается проникнуть в западную церковь, однако его останавливает могущественный вампир, которому с легкостью удается победить его, что вынуждает Лаплейса отступить, и после этого он оказывается в ловушке. Лапьеса встречается с союзником Альянса Орликинов, которым оказывается Юки, поэтому последний спрашивает Лапьесу, удалось ли ему что-нибудь узнать о западной церкви, на что Лапьеса отвечает отказом, потому что у нее слишком много охраны. И после этого Юки упоминает, что он создал гомункула, которому он вложил душу настоящего вождя Орликинов по имени Кагари, который был древним королем демонов. Так вот в чем дело, пьеса рада видеть вас снова и приветствует вас от имени всех членов Альянса Орликинов. Но в этом Юки упоминает, что Кагари еще не совсем вернулся. Вот почему у него нет всей той силы, которая у него есть, это было в прошлом. И после объяснения этого Юки решает говорить серьезно, так что там она снова спрашивает Плейс, что она узнала от Ла Западная Церковь, поскольку Юки знает, что Ла Плейс смог собрать информацию. И узнав, что Кагари вернулся и работает на Юки, Плейс решает поговорить, и там она упоминает ему, что проникла в штаб-квартиру. Однако ему не удалось найти ничего подозрительного, поэтому Плей решает отправиться на вершину священной горы. Однако он столкнулся с вампиром, который атаковал его красными лазерами, и услышав это, Кагари удается распознать вампира, который является королем демонов по имени Валентин. Так что, услышав это, Плей рада, что сбежала. И в этом Кагари упоминает, что когда она сражалась с Валентином, они оба причинили большие бедствия. И именно по этой причине 10 королей демонов решили создать Галпургис, который представляет собой собрание, на котором все решается само собой. Большинство, а затем Кагари упоминает, что для созыва Галпургиса требуется 3 голоса королей. И услышав это, Юки начинает задаваться вопросом, что Валентин делал в церкви. На что Кагари отвечает, что, вероятно, Валентин что-то скрывал, поэтому Юки понимает, что эта информация очень ценна, в результате чего он благодарит Лаплейса за его работу. А затем Юки упоминает, что хотела бы продолжить расследование в церкви, однако это будет сложно с присутствующим Валентином, но в этом Лаплейс упоминает, что они могут привлечь его внимание с помощью Галпургиса, так как Клей мог бы вызвать его, используя Галпургис. Голоса Миллинга и Фрёя, так что там Юки, Кагари поздравляют место с хорошей идеей. А вернувшись с Протой, мы видим, как он устраивает большое собрание, на котором Шуна начинает представлять всех присутствующих членов. Но в этот момент мы видим, как на собрании появляется Вельдера, что заставляет всех задуматься, кто он такой, на что Прота решает представить его присутствующим. Все, поэтому, узнав о возвращении Вельдеры, все в шоке. А с другой стороны, Фьюз падает в обморок, узнав об этом, из-за чего всем им приходится временно приостановить встречу. И после этого Прота воссоединяется с зонами с Гаэлем и Геральдом, которые расстроены известием о возвращении Вельдеры, поэтому они начинают беспокоиться.
допросить Прота, в результате чего Прота будет вынужден рассказать ему свою историю, так что там Гаэль и Геральт узнают, что он реинкарнирован. И услышав эту историю от Прота, они оба начинают анализировать ситуацию, поэтому они начинают задаваться вопросом, должны ли они раскрыть или скрыть возвращение Вельдеры, поскольку Западная Церковь может действовать, считая его своим заклятым врагом. И в этом Прота упоминает, что планирует раскрыть эту новость и что он не может не знать о возвращении Вельдеры, иметь дело с Церковью. Поэтому, услышав это, Гаэль решает не ставить себя в зависимость от своего решения. Но в этом Гаэль упоминает, что он не будет подвергать риску свою нацию без необходимости, поскольку у него нет конфликтов с Церковью. Поэтому Прота говорит ему, что он это прекрасно понимает. И после этого Прота спрашивает Эрина, почему Сарьон хотел бы ему помочь. И там Эрин упоминает, что Эрин помог создать нового короля демонов, рассказав ему об этой сказке. Однако это известно только ему и императрице Сарьона, поэтому она говорит ему, что решила приехать в Темпест, чтобы судить Прота, чтобы узнать, следует ли ей уничтожить его со всем его отрядом или нет. И услышав это, Прота спрашивает Эру, принял ли он уже решение. И вот он упоминает, что доверяет своей дочери, поэтому он решает поддержать решение Прота. Но в этом он упоминает, что армия, уничтожившая Прота, может быть проблемой, поскольку это может быть связано с тем, что Прота рассматривался как угроза. Но в этом Гаэль говорит ему, что без трупов недостаточно доказательств, которые позволят им изменить историю и убедить людей. В этом Гаэль начинает объяснять им, как это сделать. И после этой секретной встречи Прота решает продолжить общее собрание, на котором они начинают обсуждать все текущие ситуации. И после этого Прота рассказывает всем о врожденной и о том, как она не хотела этого делать. Послушай его. Услышав это, Фьюз начинает смущаться, так как я слышал от него, что Хината на самом деле очень хороший человек, что заставляет Прота задаться вопросом, почему она так поступила. Но в этом мы видим, как Диабло говорит Проте, что он может позаботиться о ней. Она, что приводит к тому, что Сон решает вмешаться, поскольку она считает, что он также способен победить врожденную. Поэтому в этом случае Дьявол и Сион начинают ссориться, в результате чего Прота вынужден остановить их, поскольку он не хочет быть тем, кто инициирует конфликт против нее. Церковь. И после этого Прота объяснит вам все, что вы публично скажете миру. И там он упоминает, что армия Фалмунда проиграла войну с Бурей, в результате чего его мертвые солдаты освободили Вельдеру, поэтому герой Джон и Прота решили унять свой гнев, что привело к тому, что армия Фалмунда проиграла войну с Темпест, в результате чего их мертвые солдаты освободили Вельдеру. Поэтому герой Джон и Прота решили унять свой гнев, что привело к которого они успешно достигли. И рассказав об этом, Прота упоминает, что таким образом вина ляжет на короля Фалмута. Услышав его идею, Гель упоминает, что если Вельдера будет замешана, все будет проще. И в этом Прота спрашивает Вельдеру, согласна ли она с этим, поскольку он будет обвинен со стороны короля. О преступлениях Проты, на что Вельдера отвечает, что у него нет никаких проблем, поскольку он решил разделить ту же участь с Протой. Поэтому, услышав эти слова, Прота благодарит его. И после этого Прота решает объяснить свои планы в отношении Фалмута, и там он упоминает, что хочет, чтобы в Фалмуте разразилась гражданская война, чтобы таким образом не нынешний король пал и мог возродиться один во главе с Джоном. Услышав это, Гель решает встать перед Джоном, так как он хочет знать, готов ли Джон захватить власть. И в этот момент Джон говорит ему, что на самом деле он не хочет быть королем. Однако этот упоминает, что он сделает все возможное и что он не сдастся, так как что он хочет сделать это ради женщины, которую любит. И в этом Грусус и Муран упоминают, что они здесь, чтобы поддержать его. Услышав это, Гаэль решает признать ценность Джона, поэтому там он говорит ему, что рассчитывает на его поддержку. И после этого Гаэль упоминает, что каждой союзной нации лучше специализироваться на одной задаче, потому что так нам будет легче сосуществовать и процветать. И услышав это, Прота доказывает, что согласен с ним. Поэтому в этом случае каждый представитель начинает предлагать новые идеи, чтобы таким образом он мог улучшить развитие альянса между королевствами. Но в тот момент это было его дело прервать разговор. И тут он спрашивает Фьюзу, если он действительно доверяет Протону, несмотря на то, что он монстр, поскольку Фьюз может заключить с ними сделку и одновременно работать с церковью. Услышав это, Фуз упоминает, что раньше он думал как Эрал, однако король Блюмона подумал, что может быть лучше наладить доверительные отношения, так как таким образом Блюмон мог бы продолжать процветать, и услышав это, Эралу удается понять текущее положение Блумона. И тут его спрашивают Эрал, если у него уже есть заключение относительно Темпест, на что он отвечает утвердительно. Но прежде чем я это скажу, он решает задать Проте последний вопрос, и там он спрашивает его, как он планирует использовать свои силы короля демонов. И в этом Прота упоминает, что он будет использовать это, чтобы создать мир, в котором будет легче жить, так как с его нынешней силой он мог бы сделать все, что в его силах. Воплотите в реальность свой идеальный мир. И услышав это, он начинает смеяться, и после этого он решает преклонить колени перед Протоном. И вот он говорит ему от имени Сарьона, что хочет вступить в Федерацию Бурь, к чему Прота присоединяется. Секта, поскольку он также желает восстановить хорошие отношения с нацией Вестника, так что на этом все начинают праздновать. И после окончания этой встречи Прота упоминает, что скоро они сразятся с Клайдом, поэтому он просит своих подчиненных подготовиться, на что те соглашаются. И после этого мы видим, как Рами появляется перед Протой, и там она упоминает ему, что Темпс может быть в опасности, так как он был убит. Клей только что созвал Вальпургиеву битву благодаря голосованию Миллинга и Фрёя. И в этом Рами упоминает, что Клайд хочет обвинить Прота в нескольких действиях, одним из которых является предполагаемое убийство его
подчиненный Муран. Но в этом Прата сообщает Раме, что Муран все еще жив, что заставляет ее застыть в изумлении, поскольку там она понимает, что Клайд планирует обмануть вас всех. И после этого Прата спрашивает Раме, через сколько будет Галпургис, на что она отвечает, что это будет через 3 дня. А затем Прата спрашивает Раме, почему он пришел, чтобы сообщить ей обо всем этом. И там Раме упоминает, что он обеспокоен своим новым големом по имени Верета, поскольку она не знает, может ли этот голем исчезнуть, если Прата умрет. И после этого мы видим, как все решают сделать небольшой перерыв в собраниях. И вот Эран предлагает Протону построить дорогу, чтобы таким образом объединить Федерацию Темпис и Королевство Орион. И услышав это, Прата решает принять это предложение. И после этого Прата и остальные собираются вместе поужинать, и в этом случае Шион предстает перед Протой, говорит ему, что она смогла получить некоторую информацию от заключенных. Так что там Прата узнает, что заключенный был убит. Король опасался за торговлю в Темпесте. А затем Ксион упоминает, что архиепископ считал Темпест врагами бога, поэтому он хотел одолеть их, чтобы принести всю славу церкви. И после этого Прата просит Джуна вернуться в Фалмут вместе с заключенными, чтобы начать восстания, которые приведут к гражданской войне в королевстве. Так что в этот момент Прата решает попросить дьявола пойти с ним, поскольку он хочет, чтобы Джон был под защитой, и в этом Прата упоминает, что Вельдера может защитить город стеной, если что-то случится, так что в этом случае Диабло решает принять его миссию, и в этом Прата просит его присоединиться к нему. Он говорит, что возможно потребуется несколько лет, чтобы сделать Джона королем, поэтому там он просит вас проявить терпение к тому, что принимает дьявол. И после этого Прата решает рассказать о битве с Клайдом, так что в этом случае Прата вызывает Зу, который появляется и показывает мысленный образ всем присутствующим на сцене, где показана великая армия Клайда, которая находится сформированной на территории Милен, поскольку они планируют напасть на королевство Уразания, поэтому звери удивлены этим, поскольку Клайд планировал уничтожить не только столицу, но и остальную часть королевства. И в этот момент Прата начинает понимать истинную цель Клайда, которая заключается в том, чтобы пробудиться как настоящий король демонов. И именно по этой причине он хочет устроить резню в Уразании, поэтому там он решает придумать план, как его остановить. И тут Прата просит Бенни возглавить армию Темпеса, которая будет отвечать за остановку армии Клайда. И после этого мы видим, как Проте удается создать новую технику благодаря Рафаэлю, которая позволяет ему телепортировать большие группы с одного места на другое. Так что он может использовать это в своих целях. Пусть Прата скажет ему, что он позаботится о том, чтобы отправить их всех в Уразанию. И после этого Прата решает посетить Вальпургису, чтобы лично увидеть Клея, так как таким образом он также сможет узнать, что Уилл напал на Кориона. Услышав это, Рами говорит ему, что он может взять только 2 сопровождающих, поэтому Прата начинает задаваться вопросом, кого он должен взять с собой. Но услышав это, Рами говорит ему, что он может взять только 2 сопровождающих, поэтому Прата начинает задаваться вопросом, кого он должен взять. Но в этот момент Сион немедленно предлагает себя в качестве вашей спутницы. По ее настоянию Прата решает взять ее с собой, и она вырывается, что заставляет обоих быть счастливыми, услышав это. И тут Вельдера просит Прата взять ее с собой. Однако Прата говорит ему, что он должен остаться в городе, так как, отправив всю свою армию, город останется незащищенным, поэтому он вынужден остаться. Но в этом случае Прата говорит ему, что если они окажутся в опасности, они могут призвать его, так как он получил эту способность после превращения король демонов, так что Вельдера согласна. И после этого Рами показывает, что она была только свиретой. Вот почему Рами планировал взять с собой Вельдеру, так уважая его. Потому что она начинает задаваться вопросом, кого еще ей следует взять с собой в Галпургис. Услышав это, Трейл просит Рами считать его своим спутником, поэтому Рами решает принять ее. И решив посетить Галпургиса, Прата начинает думать о льве, поскольку он, вероятно, появится на собрании королей демонов. Однако Прата решает сосредоточиться на Клайде, чтобы достичь своей нынешней цели. А затем, изменив сцену, мы переезжаем в армейский лагерь Клайда, где видим, как последователи Миллиана были вынуждены сотрудничать друг с другом. Так что их лидер по имени Медрей становится одним из них. Он злится из-за того, что ему приходится это делать, из-за чего его подчиненный по имени Гермес пытается его успокоить. Но в этот момент появляется самый сильный воин Клайда по имени Джамса, который появляется, чтобы попросить различные припасы у последователей Миллинга. Так что Гермес расстроен, услышав это, и на этом Янса рассказывает ему о своих планах. Он отрубает руку Гермесу за то, что тот помешал ему, поэтому в этот момент Медрей решает извиниться от имени своего подчиненного после наказания, чтобы избежать дальнейших неприятностей, в результате чего Янса уходит. Итак, после этого Медрей начинает лечить Гермеса, и там говорит ему, что они должны готовиться к приближающейся войне. А с другой стороны мы видим, как Прата решает эвакуировать все королевство Уразания. Поэтому он просит Пою о помощи, чтобы сопровождать его. И через несколько часов им обоим удается обеспечить безопасность всех граждан. И после этого Прата собирает всю свою армию и там отправляет их всех в Уразанию, чтобы остановить армию Клайда. Так что после этого Шун и Диабло радуются, увидев, что заклинание сработало. А затем мы видим, как представители союзных народов в темпе отступают. Они уходят. И тут Джон решает отправиться в Фалмут со своей группой, чтобы выполнить свою миссию,
так что в этом случае Прота прощается с дьявол, который говорит ему, что скоро вернется, несмотря на то, что его миссия очень трудна. И попрощавшись со всеми, Прота решает готовиться к Вальпургиевой битве. А затем происходит смена сцены, мы видим, как Фрей оказывается рядом с Миллингом, который теряет сознание из-за ошейника Клея. И увидев его, Фрей начинает вспоминать, что произошло несколько недель назад, где мы видим, как Фрей падает в обморок. Фрей любезно приветствует Милли, которая появляется в его офисе совершенно счастливая, так как она встретила Элла Прота, и тот подарил ей перчатки. И услышав это, Фрей говорит Милан, что она также даст вам подарок, который окажется и ожерелье, глина. Поэтому Милен радуется и принимает это с удовольствием. И там Фрей положите ожерелье, которое вызывает, что это попадал под контроль Клей, и в этот момент Клей показывает, что было скрыто в офисе Фрей. И тут он начинает бить Милан несколько раз, так как Милан всегда недооценил Глина, но на это Фрей просит вас остановить, потому что Милли имеет единственное заклинание, которое срабатывает, если получает много урона, и после этого Фрей открывает ему на Клей, что помогло мне выполнить свое обещание, которое очень неизвестное и после того. Помните, это Фрей примечание приближается к Галпарджис, поэтому она решает подготовиться, и затем в обмен на сцене мы переехали на материк льда, где мы видим, как лев находится, войдя в огромный дворец, потому что он получил приглашение со стороны субъекта под названием Вай, который оказывается один из 10 королей демонов, а также одним первичным, и в этом Джи пытается флиртовать с Лев, тем не менее он отвергает сразу. Так вот, Гай решает обсудить серьезные темы в другом месте, и оставшись наедине, Гай начинает говорить с Леоном о Вальпургиевой битве, так как он хочет, чтобы Леон присутствовал. И тут Лео спрашивает Джи, почему она хочет, чтобы он поехал в Галпургис, на что она отвечает, что эта встреча, возможно, отличается от других, поскольку вокруг нее происходит так много странных событий. И тут Леон говорит Гаю, что он все равно должен прийти. И в этот момент мы видим, как появляется девушка по имени Белсар и прерывает встречу, которая оказывается одной из 4 королей драконов и сестрой Велдары. И там нам открывается, что она спутница Гая. Итак, Белсар решает присоединиться к беседе королей демонов, и в этом они начинают говорить о Велдаре. И тут Леон упоминает, что, по его мнению, Прота сломал его печать. Поэтому Вис начинает интересоваться Протой, и после недолгого разговора Леон решает уйти из дворца. Но в этом Уилл спрашивает ее, как продвигается его работа с призывами. И она говорит ему, что Прота спас детей до того, как он забрал его, поэтому из-за его вмешательства их эксперимент был каким-то образом сорван. И вернувшись к Проте, мы видим, как ему удается создать сосуд для Трей, так как таким образом она сможет покинуть лес и сопровождать их. И после этого Прота связывается с Бенни, чтобы узнать, как продвигается его план в Евразии. И в этом Бенни говорит Проте, что он не может покинуть лес и сопровождать их, и после этого Прота связывается с Бенни, чтобы узнать, как продвигается его план в Евразии. Он судит об этой битве, поэтому там он предлагает Хаку и Цзоу план штурма замка Клея, и услышав это, Шуна решает прервать разговор. И там он упоминает, что Клей обладает способностью контролировать людей, так что в этом она предлагает пойти вместе с Хаку и Са, чтобы предотвратить их опасность, и услышав это, Прота начинает думать, следует ли ему позволить этому случиться, но в этот момент он появляется перед Протой и там просит его не беспокоиться, так как он и Хаку будут защищать Шуну. Итак, там Прота решает позволить Шуне отправиться в замок Клея, и перед отъездом Прота рассказывает о последователях Милен, поскольку они присоединились к армии Клея. И услышав это, Прота решает не считать их врагами. А потом ночью мы видим, как армия Клея продвигается к Евразании, а тем временем за ними наблюдает Бенни, который оказывается на встрече с Алвисом, обсуждающим их план атаки. И поэтому Бенни решает назначить ее своим помощником. Полевой помощник, на что Алвис с радостью соглашается. И после этого Бенни замечает, что есть несколько солдат Клея, которые очень сильны, поэтому он просит 3 зверей-падальщика позаботиться о них. И после этого Бенни отдает приказ устроить засаду на армию Клея, так что в этот момент орки устраивают наземную ловушку, в результате чего часть вражеской армии падает. И в этот момент мы видим, как появляется Габира со своими солдатами, чтобы таким образом уничтожить оставшихся солдат, которые были убиты. Они выжили, в результате чего армия Прота имеет огромное преимущество в битве. И через несколько часов мы видим, как София и Гирус направляются к последователям Миллинга. Поэтому Гермесу удается обнаружить их и сообщить Медрею, заметив это, он решает сразиться с ними. А с другой стороны мы видим, как Побио удается встретиться с Фейтиром в лесу, так что там он решает отомстить за то, что им манипулировали, чтобы оживить Чари. И в этом появляется девушка и нападает на еду, которая с легкостью останавливает его атаку. И после этого девушка упоминает, что она пришла помочь Побио, за что Куика благодарит ее. И тут начинается битва 2 на 2. Тем временем мы видим, как Янса узнает о текущей ситуации с войной, что заставляет его задуматься, как все должно быть, и немного подумав, он решает отступить самостоятельно. Но когда он пытается телепортироваться, Ян замечает, что его сила не работает, поэтому он пытается телепортироваться. Там он понимает, что они оцепили всю территорию, и в этом он отмечает, что это было вызвано Алвисом, который с легкостью победил нескольких подчиненных Янсы. Так вот, где Янса решает сразиться с Алвисом, и во время боя он пытается нанести ему неожиданный удар,
однако Гопта, кажется, спасает его вместе со своими подчиненными. Что заставляет Янса удивляться силе Гопты, но в этом он пугается, полагая, что Янса намного сильнее, что он. Поэтому Гопта решает попросить Алвиса позаботиться о Йенсе, на что она соглашается. А с другой стороны мы видим, как Гавиу с легкостью побеждает Гермеса, но в то же время Медрею удается несколько раз с большой легкостью победить Суфию, поэтому Суфия поражена, поскольку она верила, что Янса был самым могущественным солдатом Клея, услышав это. Медрей упоминает ей, что он служит Клею. Милинг, так что там София в шоке, и в этом Габио решает ударить Гермеса так, что тот теряет сознание. В результате чего Медрей, София и Габио остаются единственными, кто стоит в этом районе, поэтому в этом Габира решает помочь Софии сразиться с Медреем, поскольку они оба осознали, что Медрей невероятно силен. А вернувшись к Алвису, мы видим, как она доказывает, что находится на уровне Янсы, из чего следует, что Алвис очень силен. Но в этом она решает использовать артефакт, который позволяет ей создать его двойника. Итак, там Янса просит Алвиса сдаться, если он не хочет умирать. Однако Алвис показывает, что он не против сразиться с двумя Янзами. И после этого Алвис демонстрирует свою боевую форму, что приводит к тому, что Гопта и его подчиненные расстраиваются, увидев его силу. Так что там Алвис показывает, что он не против сразиться с двумя Янзами. Он решает дать им разрешение отступить, и услышав это, они решают его выслушать. А затем Алвис начинает генерировать несколько молний, которые поражают нескольких вражеских солдат, уничтожая их за короткое время. И после этого Алвис с легкостью уничтожает артефакт Янсы, в результате чего Янса становится беспомощной, так что там он решает сдаться и попросить пощады. Однако в его сознании появляется Клей, и там он заставляет его употребить оборотень, из-за чего Янса просыпается в ужасном состоянии. Часть Шари. Поэтому, заметив ее присутствие, Мидрай решает прекратить драку с Суфи и Гайру, так как если Шари продолжит развиваться, это может быть очень опасно. А тем временем Алвис пытается остановить его, однако это не приносит никакого вреда, что приводит к тому, что Алвис начинает расстраиваться. Но в этот момент Бенни пытается остановить его. Он появляется и останавливает Шари своей катаной, и после этого он использует свой темный огонь после того, как эволюционировал, в результате чего Шари была уничтожена за несколько секунд. Итак, Алвис поражен, увидев силу Бенни, и после этого Бенни появляется перед Медреем, чтобы сразиться с ним. Поэтому София и Гавио останавливают его, чтобы сказать, что они на стороне Милинга. Что заставляет Бенни понять, что они не тот, за кого себя выдает, но в этот момент Медрей показывает, что хотел бы сразиться с Бенни, так как он понял, что Бенни очень силен. И услышав это, Бенни говорит ему, что тоже хочет сразиться с ним, что заставляет их обоих нервничать и решает остановить их так, что они оба выглядят очень напуганными. Вынужденные остановиться, а с другой стороны мы видим, как Фуд понимает, что армия Клея проиграла. Поэтому они решают отступить, не убивая Гели, а Повио. Оба оказываются ранеными после того, как сражались с ними, поэтому Гели и Повио удается выжить, таким образом заканчивая война с Клеем. Победа Темпеста. А с другой стороны мы видим, что Прота уже готов растянуть Вальпургису, поэтому Сион и остальные впечатлены, увидев новый костюм Проты. И после этого мы видим, как Шуна решает отправиться в замок Клея, чтобы забрать его. Заставь ее использовать свою способность телепортации, чтобы воссоединиться с Хаку и Цзоу. И после этого Прота замечает, что все в комнате очень спокойны, что заставляет его удивиться, что он единственный, кто может это сделать. Нервничаю. И в этом он решает поговорить с Вельдера и Рами о 10 королях демонов, и там Вельдера упоминает ему, что сражалась с одним из них в прошлом, так как тот разозлился из-за того, что Вельдера сожгла их город. И после этого Вельдера начинает рассказывать Протону о самых старых королях вместе с Рами, так что там Прота узнает, что Гай, Милин и Рами самые старые короли. И там нам открывается, что Виз занимает первое место среди королей, что приводит к тому, что обычно это то, что я сказал в Вальпургиевой поэме. И после этого все в комнате замечают, что настало время для встречи. Так что в этот момент мы видим, как в офисе Проута появляется огромная дверь, и из нее выходит главный подчиненный Вии по имени Мизери. Увидев ее, Прота замечает, что она такая же могущественная, как Диабло, поэтому он за несколько секунд понимает, что Мизери высокопоставленный демон. И в этом Мизери узнает Проту. Поэтому в этом она просит его и Рами пройти через дверь. Услышав это, Рами и его последователи решают стать первыми самсарами, а затем Прота решает вести счет и ранг. А с другой стороны мы видим, как Шуна и остальные оказываются за пределами замка Клея, но там они замечают, что есть туман, который мешает им использовать магию задержания. Поэтому Зевс решает идти вперед, чтобы защитить Шуну. Однако Шуна останавливается, чтобы заметить, что они оказались в ловушке, и в этот момент мы видим, как появляется огромная армия скелетов, которые окружают Шуну, Хаку и Джоу. И там Джоу решает проложить путь для Шуны, чтобы он мог продвигаться вместе с Хаку, но в конце концов Шуна оказывается в ловушке. Услышав это, Шуна просит его остановиться, почувствовав могущественное присутствие, и в этот момент появляется один из боссов армии Клея по имени Адальман, который оказывается тем, кто контролирует армию нежити, и там он говорит ей, что ему поручено защищать замок Клея, поэтому она решает, что он должен быть в безопасности. Он упоминает, что уничтожит любого злоумышленника. И в этом Хаку пытается убить Адальмана, однако его останавливает могущественный зомби-фехтовальщик, а с другой стороны на Джоу нападает дракон, известный как Мертвый дракон. Поэтому Цой наносит ответный удар, используя свои нити, что позволяет ему разорвать дракона на части. Однако дракон возрождается через несколько секунд, и там Шуна сообщает Сау, что души скелетов находятся внутри Адальмана. Поэтому она просит Сао и Хаку отвлечь своих подчиненных.
поскольку Шуна возьмет на себя ответственность победить Далму. И вот он решает принять заказ Шуны, так как он понял, что Шуна расстроена всеми злыми поступками Клея. Так что в этом случае зоопарк и Хаку начинают сражаться с драконом и фехтовальщиком, а тем временем Шуна подходит к Альману, чтобы сразиться с Клеем. Он и вот этот приказывает своей армии атаковать Шуну. Однако это создает огромный барьер, из-за которого она остается наедине с Адальманом, и Шуна говорит им, что если он пропустит их, она позволит ему выжить. На что Адальман отвечает отказом. И после этого он использует заклинание кислоты против Шуны, так что в этом случае Шуна использует стену огня, чтобы защитить себя. Увидев это, Адальман пытается украсть душу Шуны с помощью новой техники, но в этом случае Шуна активирует священный барьер, которому удается защитить ее от нападения Адальмана, который поражен, увидев, как монстр способен использовать священную магию. И Айшуна говорит ему, что любой может использовать священную магию, если верит в богов. Чудеса, и в этом Адальман начинает вспоминать свое прошлое, в котором он был предан лидерами своей религии, из-за чего он оказался в этом аспекте и получил особняк, который заставлял его защищать этот район в течение многих лет. И услышав это, Адальман злится на нее, так что в конце концов Адальман соглашается. Это Адальман решает использовать технику дезинтеграции на Кончуне, однако Шуна останавливает его, используя технику, называемую перегрузкой, с помощью которой ему удается пережить заклинание Адальмана, и там Шуна показывает, что она хочет освободить его от его проклятия. Поэтому в этом Шуна использует свою силу против Дальмана, в результате чего вся армия Адальмана погибает. От скелетов избавься. Итак, после этого Зоо и Хаку поздравляют Шуну с выполнением его миссии, а затем все трое решают отправиться в замок. Однако останавливает их Адальман, показывая в процессе, что ни он, ни его армия не пропали, но в этом Адальман и его подчиненные преклоняют колени перед Шуной. И она благодарна ему за то, что она смогла снять его проклятие, и теперь они свободны. Поэтому в этом она просит его взять их с собой в Прота, поскольку отныне Адальман и его люди хотят служить ему. И услышав это, Шун, немного подумав, соглашается с его просьбой, что радует Адальмана. И после этого Адальман решает направить огров в замок, чтобы они двинулись вместе с ним, чтобы взять его. А затем, во время смены сцены, мы видим, как Прота прибывает в Вальпургису, где он встречает Гая, и там он понимает, что Гай находится в замке. Другой уровень. И после этого мы видим, как прибывает король демонов Жестокий, что заставляет Прота заметить, что у него много энергии. А затем появляется Валентин со своими служанками, и там Проте удается распознать его как вампира по его зубам. А с другой стороны мы видим, как появляется еще один король демонов по имени Дина, который оказывается самым могущественным из всех королей. И через несколько минут Прота замечает прибытие Фрёя, поэтому тот поражен его красотой. Но в этот момент его мысли прерывает Леон, который появляется перед ним, заметив его большое сходство с Шизу. И в этом Прота говорит ему, что Шизу умерла, однако Леон говорит ему, что это нормально, что он умер, не приняв Ифрита, поскольку она предпочла жить как человек. И там Прота сердито спрашивает ее, может ли она ударить его прямо сейчас, на что Леон отвечает, что он не заслуживает того, чтобы его били, и после этого он говорит Проте, что скоро пригласит его в свой замок, чтобы таким образом обсудить свои проблемы с ним, на что Леон отвечает, что он не заслуживает того, чтобы его били. И после этого он говорит Протону, что скоро пригласит его. Прота соглашается, и после этого Прота замечает прибытие Миллинга, однако Клей сбивает его с ног, что приводит к тому, что Прота злится на него, но там он решает сдержаться и дождаться начала Вальпургиевой битвы, и в этом мы видим, как Клайд начинает давать показания. Речь, в которой он упоминает, что Корион предал королей демонов, и именно по этой причине Миллинг была вынуждена покончить с ним. И после этого Клайд начинает обвинять Протона в нескольких преступлениях, которых он не совершал, одним из которых является убийство Мурана. Наконец, Клей упоминает, что Прота вступил в сговор с Корионом, чтобы убить его. Поэтому в этом он предлагает другим королям демонов немедленно покончить с Протоном. Но после этого мы видим, как Прота получает право говорить и защищаться, так что там он говорит, что Клей лжец. И в этом Прота начинает предъявлять различные доказательства, с помощью которых он показывает ему, что Муран все еще жив и что Клей недавно напал на Абразанию. Из-за чего Клей начинает расстраиваться, увидев это. И вот он решает солгать, чтобы попытаться осудить себя. Однако Прота упоминает ему, что он говорит ему только то, что хочет, чтобы было правдой, так что таким образом он никого не убедит. И на этом Прота начинает показывать ему различные доказательства того, что он дважды призывал Шари. Так вот, она говорит ему, чтобы Побио дал показания по этому поводу, а затем Прота упоминает, что все в порядке, если он думает, что она лжет. И вот он уничтожает за столом собрание, что заставляет Клея отступить. И там он спрашивает других королей демонов, разрешат ли они использовать Прота, но в этом Прота упоминает, что Клей пытался манипулировать его душой во время встречи. И там Вилли упоминает, что на встрече разрешены только слова, но после этого Уилл говорит Проте, что если он победит, он не сможет использовать его душу. Клайда они примут как одного из них, так что Прота принимает это предложение. Однако Клайд решает попросить Миллинга о помощи, который встает со своего места, чтобы сразиться с Протой. И Иви решает разрешить это только в том случае, если Миллинг захочет помочь ему по своей воле, но поскольку ее контролируют, она вынуждена сражаться. Так что в этом Прота он решает попросить Экшена позаботиться о Клайде, а там мы увидим, что Клайд на самом деле довольно слаб. А с другой стороны, Ранга начинает сражаться со своими подчиненными Клея, поэтому, наблюдая за этим, Ви модифицирует пространство и создает барьер, чтобы таким
Таким образом, группа Прота и Клея сражалась, не нанося особого вреда. И после этого ВТА просит у Рами разрешения сражаться на стороне Прота, поэтому Рами просит Вика позволить в те войти в барьер. На что Вик соглашается, увидев, что ВТА хочет помочь Проте только потому, что он его создатель. А тем временем мы видим, как Прота оказывается в невыгодном положении против Миллинга, но прежде чем он получает критический удар, на барьере появляется Вельдера. Так что там Прота спрашивает его, зачем он пришел, если он его не звал. И там Вельдера упоминает, что он пришел попросить у Проты последний том манги, но в этом он решает отдать его ему при условии, что Вельдера окажет ему услугу, которая заключается в том, чтобы на некоторое время отвлечь Милин. И там Вельдера удивлена встречей с Милин, поскольку она не хочет, чтобы ее видели. Милин оказывается его племянницей. Но в этом случае Вельдера решает помочь Проте и начинает сражаться с Милин, и после этого Прота воссоединяется с Рангой, который упоминает ей, что питомец Клея находится под контролем разума, что вызывает у нее внутренние страдания, поэтому в этом случае Прота решает помочь ей. Разрушь это заклинание, чтобы спасти ее, а после этого попроси Рангу позаботиться о ней. А с другой стороны мы видим, что у Клея проблемы с победой над Шионом, так что там он пытается использовать марионеток, которые крадут душу его противника. Однако Шион уничтожает их всех одной атакой, поэтому Клей пытается поймать ее с помощью магических нитей, но в этом случае Шион освобождается с помощью магии. С легкостью и пониманием этого Клайд решает использовать свое последнее средство, которое состоит в том, чтобы трансформироваться и принять новую форму, чтобы получить больше силы. И вот он бросается атаковать Шион. И в этот момент мы видим, как Шион начинает сражаться с Клеем с большим преимуществом, из-за чего Клей получает большой урон при каждой атаке. Так что в этом случае Клей терпит поражение, несмотря на то, что сражался изо всех сил, и вот он пытается попросить Милин о помощи. Однако Милин рассказывает ему, что она никогда не была под его контролем, поскольку все это было частью совместного с Фреем плана по обману Клея. И после этого нам становится ясно, что Корион все еще жив и притворился последователем Фрея. Так что там Клей злится на всех, но прежде чем он сможет что-то сделать, Шун полностью побеждает его. Итак, Гай разрушает барьер, и там Корион благодарит Прота за то, что он так сильно помог ему в его королевстве. За что в этом он говорит ему, что всегда будет рассчитывать на его поддержку. А с другой стороны мы видим, что Клей умирает, но в этом он начинает вспоминать свое прошлое, когда он встречается с Юки в баре. И Юки просит его о помощи, чтобы он мог освоить этот новый мир, поскольку взамен он возьмет на себя ответственность вернуть своего босса Кагари, поэтому он решает принять его назначение. И вспомнив об этом, мы видим, как Клайд решает не сдаваться, чтобы достичь своих целей, в результате чего он пробуждается как настоящий король демонов. Так что там Корион решает помочь остановить его. Однако Прота говорит ему, что он устранит Клея самостоятельно, чтобы занять его место в качестве одного из 10 королей демонов. Так что все решают стать свидетелями ссоры между Протой и Клеем, и тут Прота показывает, что уже известно, что Клей работает на кого-то другого, поэтому Клей и Клей становятся свидетелями. Что он просит ее сдаться и сказать ему, на кого он работает, однако Клей игнорирует его и пытается атаковать его мощным магическим шаром. И став свидетелем этого, Прота использует Вельзевула, чтобы отразить атаку. А затем Прота создает тот же барьер, что и Гай, чтобы предотвратить внешние повреждения, что приводит к тому, что Прота использует Вельзевула для поглощения атаки. Он заставляет Ве осознать потенциал Протона, и после этого Клей использует технику, называемую демоническим бластером, с помощью которой он пытается уничтожить Протона раз и навсегда. Однако Прота поглощает его очень легко, что приводит к изумлению Клея. И тут Прота начинает давить на Клея, ударив его несколько раз. И после этого Прота снова спрашивает его, на кого он работает. Однако Клей говорит ему, что он никогда не продаст своих товарищей. Поэтому, услышав это, Прота решает раз и навсегда покончить с Клайдом, и Клей говорит ему, что он никогда не продаст своих товарищей. Там он использует в себе Вельзевула, в результате чего Клайд исчезает, будучи поглощенным, что завершает конфликт. И после этого мы видим, как одна из служанок Валентина предстает перед всеми, и там нам открывается, что она настоящий король демонов Валентин. А самозванцем является слуга по имени Рой, который использует свое имя, чтобы защитить ее. Но в этом Валентин просит Роя вернуться на территорию, так как она поняла, что товарищи Клайда, вероятно, отправились туда, поэтому Рой решает уйти. И после этого мы видим, как продолжается Вальпургиева битва. И там Фрей и Корион решают отказаться от своих постов королей демонов, поскольку во время этого конфликта они понимают, что слишком слабы, чтобы претендовать на этот титул. Итак, в этом они оба решают стать последователями Мэйн, и вот она решает принять их после некоторого раздумья, в результате чего теперь осталось только 8 королей демонов. И в этом Гуи решает попросить Прота выбрать для них новое имя, и под давлением Гуи Прота решает присоединиться к ним. Он вынужден придумать имя, и там решает назвать группу королей демонов октограммой, пусть все примут это имя. Во время смены сцены мы видим, как Плеяда врывается в храм, однако он решает, увидев Хинату, что она его защищает. Но оказавшись на улице, Лаплей встречает Роя, который останавливает его, чтобы прикончить его после того, как объявил ему, что Клей умер. Но услышав эту историю, он понимает, что это не так. Новости игра становятся серьезные, так что вот он убивает Роя за несколько секунд, узнав о смерти своего друга. А затем смена обстановки, мы видим, как Прота возвращается в Темпест, и там он рад видеть, что конфликты на данный момент прекратились. Поэтому Прота решает снова встретиться со своими людьми, которые встречают его
его с большой радостью. И после этих событий мы переносимся в прошлое, где мы видим, как Сидзу попадает в засаду в королевстве под названием Филвуд. И однажды там она входит в замок, где встречается с большим количеством авантюристов и наемников, поскольку королевство решило собрать несколько воинов, чтобы они вышли замуж за могущественное существо. И в этом мы видим, как появляется министр королевства, который объявляет всем, что герои Филвуда были убиты существом, поэтому все шокированы, потому что эти герои были очень известны. Итак, один из искателей приключений решает отступить, однако его останавливают солдаты Фвуда, и в результате они убивают его, что приводит всех в шок. Но в этом солдаты раскрывают, что искатель приключений был одержим демоном, поэтому они просят Фвуда убить его, что приводит всех в шок. Все, кто сотрудничает и остается в замке, так как любой из них может быть одержим демоном. И после этого министр упоминает, что существо, вероятно, является архидемоном, а это раса, которая более могущественна, чем высший демон. Поэтому заклинание начинает задаваться вопросом, есть ли у этого архидемона имя, но в этот момент мы видим, как из толпы появляется демон Диабло, который, как мы видим, является демоном. Он говорит всем, что не планирует сотрудничать с королевством Филвуд, поскольку он понял, что именно они вызвали этого демона, поэтому солдаты Филвуда приходят в ярость, услышав это. И после этого Лавкач упоминает, что он планировал убить всех в комнате, чтобы он мог найти то, что ему нужно, к архидемону. Но в этот момент Чису решает вмешаться, и вот он спрашивает его, действительно ли он планирует убить их всех, на что Диабло отвечает утвердительно. Поэтому, услышав это, Шизу решает сразиться с Диабло, и в этом Диабло стреляет в Шизу огненным шаром. Однако это показывает ему, что она невосприимчива к огню, поэтому Диабло замечает, что Шизу обладает высшим духом, и на этом Шизу решает дать отпор своим мечом. Однако Диабло уклоняется от каждой из своих атак, поэтому и Чизу использует специальную атаку, и заметив это, Диабло решает использовать свою силу, используя свои крылья. И после этого Диабло пытается атаковать Чиза, используя свою правую руку. Но в этом случае Чиза использует маску, чтобы противостоять ему, что приводит к тому, что Чиза теряет свою силу. Это приводит к тому, что Диабло теряет руку. Так вот, где Диабло поражен, увидев силу маски Шизу, и после этого он решает отступить, поэтому все в комнате начинают праздновать победу Шизу. Однако Сидзу понимает, что дьявол сдерживал ее. После этого джентльмен из Фвуда уводит Сидзу в подземелье, и через несколько минут они оба попадают в комнату, где находятся министр и король. Но в этом джентльмен дает ей понять, что она не в себе. Он показывает, что он настоящий король Фвуда, и там также выясняется, что он архидемон по имени Ортос, так что Филвуд оказывается во власти нескольких демонов. И там Ортос пытается убить Шизу, однако появляется Диабло, чтобы спасти ее, и в этом он с легкостью убивает Ортоса и его последователей и убивает их. Затем он говорит Шизу, что не причинит ей вреда, и после этого Диабло уходит, в результате чего после этого начинают распространяться ложные новости, в которых говорится, что Шизу взяла на себя ответственность за Диабло после того, как увидела, как он убил короля Филвуда. И так заканчиваются первый и второй сезоны аниме.